Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и сегодня я расскажу вам о смартфоне, который я купил 11.11, в итоге за 19 600, вышел он мне с таможней, но учетом кэшбэков, где-то в 19 тысяч рублей. Это Realme GT Neo 2T, и что я про него в первую очередь хочу сказать. В первую очередь я хочу рассказать все-таки о канале. Это лайв-канал с прожарками девайсов плюс розыгрышами для основного канала Польза.нет. Обзоры у меня на все, что только можно, и практически ежедневно, иногда что-то выпадает, но тогда на следующий день я делаю два обзора. Покупаю я практически все, что может быть гипотетически интересно для меня или для вас. Допустим, сегодня Realme GT Neo 2T на Dimensity 1200, да, нелюбимая мной Dimensity, вышла мне 11.11 в 19 тысяч рублей. Я уже несколько дней его гоняю, он мне уже пришел, сегодня 28 число. У него неплохая камера, отличная автономность относительно для процессора. Все, цвет, блеск, красота, включая даже зарядку в 65 Вт. Послезавтра на него я выгружу обзор, а сегодня я при вас хочу его прожарить. Что это значит? Я хочу показать, каким образом он себя будет, допустим, вести в 3 стресс-тестах Antutu подряд, плюс отвечу на какие-то ваши стандартные вопросы. На данный момент, так же как у Realme GT Neo 2 в свое время, у него только китайская версия, но я напоминаю, что Realme GT Neo 2 сначала продавался по 20 тысяч рублей, как только его в российских магазинах появилась глобалка, в России он стал стоить 22, а на Али минимальная цена в черную распродажу, сейчас идет черная распродажа, Black Friday до 30 числа на Алишке, он уже идет минимальный ценник с купонами, я видел 24, то есть у меня есть телеграм-канал, по ссылке верхняя ссылка в описании, можете там посмотреть примерно ценники. Ну, самая низкая, по-моему, 23 600 у меня с промокодом на 200 выходила. Кто-то умудрялся за 22 с этими же промиками купить. Зависит, конечно же, от вашего аккаунта еще. От этого зависит, какой ценник вам показывает Али. Не забываем, что меня зовут Саня, что на основном канале Польза.нет чертова туча розыгрышей. В этом месяце это умные часы GTR 3 Pro однозначно 30 числа будут на лайв-канале разыграны. Сегодня пока не 30-е. Realme Q3S будут разыграны, это телефон среди спонсоров основного канала, их там 50, но я там еще что-нибудь потом разыграю. Давно не разыгрывал ничего. Watch 3 я не разыгрываю, TicWatch 3 Pro Ultra тоже будут разыграны, 2 часов, 5 Mi Band 30 числа. Что для этого сделать? Не будем оскорблять тех, кому нет 7 лет, кто не умеет читать, смотрим описание, если на пальцах, нужно на основном канале просто подписаться на этот канал и написать любой комментарий под любым роликом. Там все рандомно, эти рандомы все сохранены. Всем еще раз привет, Роман привет, Розарио, Стефи, Energy. Давайте сегодня разберемся по-быстрому, нравится ли вам это дело. Если вам нравится подобного рода контент, не забываем прожать лайк и написать потом в комментариях, если вы вдруг будете все это дело смотреть в записи, что прожарки делать. Потому что прожарок телефонов, чтобы вы понимали, у меня Realme Q3S был. Сегодня выгрузил обзор, кстати, на него. Он выходит 16 тысяч, это мини-пиар, он тоже только китайской версии. И его особенность в том, что он просто нереально крутой за свои деньги. Единственное, там нет стерео, там нет NFC оплаты, а все остальное до такой степени шик, блеск, красота, что даже завтрашний телефон, а завтра будет очень интересный смарт, мне он обошелся, кстати, в 21 от Realme, и он китайский, такой же китаец. Но вот он хуже, чем Realme, точнее он от Redmi, и он хуже, чем Realme Q3S. По спекам, по всему, даже по Antutu каким-то там объективно, ну, выглядит зато классно. И снимает лучше, чем Realme. Но сегодня мы рассказываем о Realme GT Neo 2T. И отличается он от двойки чем? Вы можете посмотреть в любом месте. В любом месте в плане того, что можете открыть GSM Arena и все. Самое главное это проц. Здесь Dimensity 1200, здесь с одной стороны стабильный, с другой стороны нет. Я буду гонять его в чехле при вас, потому что я считаю, что все-таки гонять без чехла это неправильно. Если интересно кому-то, час гонял его в стресс-тесте Antutu, вот так он начал разряжаться, то есть из-за разряда у него вот такой ужасный график был к 45-й минуте. Когда смарт начинает разряжаться, все плохо. Это первые данные, которые я сегодня получил
Antutu, 697 тысяч попугаев. Для многих это не имеет а-ля никакого значения, но это все с одной стороны. Почему? Потому что это в перспективе ваш комфорт, это ваша возможность съемки в 4К, это ваша скорость работы тяжелых приложений, это игры. И можно долго говорить, что все это тесты, это для глупышей, но в основном это маркетинговый ход. То есть, чтобы говорить, что неважно, как бегун бегает, главное, он красивый. Вот то же самое про телефоны. Не важна их мощность, не важна их камера. Вот я говорю, что он красивый, и все. Поэтому все-таки, если брать все тесты, тесты камер, допустим, тесты, стресс-тесты, тесты Antutu на производительность и мощь, кое-как это все равно характеризует аппарат. Дальше это уже как он собран. И выключаю лирику, включаю все-таки первую прожарку. Я думаю, 3 раза мы это сделаем и посмотрим, сильно ли он просядет. Почему это объективно? Потому что если я вспомню с вами такой великолепный телефон, который у меня, кстати, здесь сейчас лежит, но я не буду его вам показывать, я покажу только коробочку. Pixel 6 Pro падает на вторую прожарку до 4,5 тысяч попугаев, и на третью то же самое, там 420 тысяч. У меня была прожарка на основном канале, можете, кому интересно, посмотреть. Зачем прожарки? Неужели кто-то играет на телефоне до посинения? Нет, прожарка это просто называется прожарка для того, чтобы была тема для стрима, для того, чтобы мы сейчас собрались и обсудили какой-нибудь интересный или не очень интересный для вас аппарат. Пацифист, привет! Деменция 2022, да. Как мне хочется глобальную версию Redmi Note 11. Привет, Диана, я хочу глобальную версию Redmi Note 11 Pro Plus. Вот. Очень красивый телефон. Саня, по твоему ролику заказал маме на Новый год наушники Oppo Enco Play за 2,5, нормально. Я, если честно, вот по поводу ушей я вам не скажу, честно. Потому что вопрос ушлости, он настолько стоит серьезно. Вот смотрите, были промокоды Crazy. Это 3000 от 8000 рублей под конец 11.11, то есть дня холостяка. Сейчас таких промиков нет, сказать, что беги покупай, ну а если их не будет? Учитывая, что происходит с курсом российской валюты, во всяком случае, относительно доллара, а китайцы продают все нам за доллары, я могу сказать, что выгодно сейчас брать. Во-первых, во-вторых, опять же, если вы решили что-то покупать. Если вы не решили покупать ничего, то и хорошо, и ничего не берите. И если брать в расчет еще такую вещь, как таможню. То есть сегодня, на данный момент, в России таможня свыше 200 евро 15%. Все лояльно. Если они сделают свыше 10 евро, вы ощущаете, как средний ценовой сегмент смартфоны подорожают. Все. Серые, не серые. Ну, серые будут норм. Мне кажется, даже будет выгоднее на каком-нибудь Авито, пусть экспериментально, но что-то покупать. Думал, успею посмотреть стрим до отправки соли. Час назад отправили, буду смотреть, к нему готовиться. А от чего там готовиться? Хороший смарт. Просто хороший смарт, ничего больше, меньше, еще чего-то. Я его не собираюсь хейтить, я уверен, что он великолепно все пройдет. Я уверен, что на него также не будет никто смотреть, никто его не заказывал. И пройдет время, появится глобалка, про него вспомнят миллионники, он вырастет в цене на 50%, как и было с Realme GT Neo 2. И все, и все такие, да ладно, а можно было купить за 19 тысяч. Но это было давно и неправда, утрированно. То есть сейчас еще гипотетически я не разгоняю эту тему, это китайский аппарат. В чем сложность китайского аппарата? Вам нужно будет включить чуть-чуть голову. Что это значит? Вам нужно будет скачать Google Play, подключиться к своему аккаунту, установить его и все. Ну да, окей, клавиатуру скачать на телефон. Все. Удалить все приложения, ну да, там пальчиком 20 раз надо будет тыкнуть китайские приложения, если вам не нужны, удалить. И установить свои. Все. Никаких других ограничений в этом смарте нет. Realme с коробки работает с МТС Mega Volt E. А я не знаю. Сейчас ставлю МТСную симку. Проблем-то никаких. Сидим, общаемся, почему не проверить? Я в прошлый раз проверял звонилку, да, заодно проверим, кстати, звонилку, как проверяли на OnePlus 9R. Не забываем прожать лайк, может, нас сотенка хотя бы наберется, потому что если 100 человек не будет на стримах, то, наверное, лучше выгружать просто обзоры. Вроде вечер, воскресенье. Хотя народ, наверное, половины не знает, что сейчас стрим. Саня, ну разве это не перелицованная копия GT Neo? Да, но вы мне давайте, если уже умеете сравнивать, расскажите сами разницу. Realme GT Neo и Realme GT Neo 2T. Там не все так просто, и не просто так, и не ясно. Вот.
То есть, если вы посмотрите по спекам, во-первых, это дело все выпущено когда? 1 ноября начало продаваться, вот эта трубка конкретно. И давайте, окей, у Neo 2, еще раз, все Realme, это клоны, по большому счету, самого себя. Почему? Потому что они максимально пытаются использовать тот запас, мне кажется, чипов, процессоров и железок, которые у них собралось. Притом, кстати, нет, он хочет с Realme GT Neo 2. Realme GT Neo 2, по мнению, опять же, большинства, круче, и с этим я согласен, но Realme GT Neo 2 дороже. Я про него уже делал и обзор, и стрим. С 2T никто не хочет у нас compare делать. 5 секунд. Ну вот, с 2T нет, Neo 2 плюс-минус такой же, но разница там в камере небольшая. Да, в основной камере. В основной камере у нас разница, и плюс все это дело было в марте запилено. Размер Ctrl-C, Ctrl-V, кстати, не только от Neo 2 подходят чехлы, но и от GT Neo тоже. Что еще интересного? Вес стал чуть больше, на 7 граммов. И по большому счету, даже память такая же. Даже память плюс-минус такая же. Там есть 3 отличия, не помню какие сходу. Опять же, вы можете сказать, для этого мы сегодня и собрались на прожарку. Для того, чтобы решить, что лучше. Can you speak English? Cuman, you're funny. It's Russian. It's Russian channel. Тим, привет, Саня, привет. Привет, разве не перелицованная? Как понять перелицованная? Перелицованная, что значит? Что типа, что в плане... Кстати, ничего ж себе они ценники показывают. Neo 2T показывает 25, а Neo 26. Друзья, эта штука стоит 19600. Я, кстати, интересно по ссылке в описании к видео, сколько она стоит. 5 секунд. Потому что я даже... Я скинул просто там, где я покупал. 8128, осталось 2 белых трубки, 77 черных, и она выходит 22 800. Промики на 200. Чертовы тучерасы вылетали у меня на канале, телега сверху. То есть в итоге он сейчас 20-ник выходит, если с кэшбэками. Опять же, помним, что курс люто просел рубля, и вот они 8% разницы. То есть, в принципе, если курс был бы тем же, мы могли бы купить этот смартфон, наверное, за 18,5. Опять же, из Китая. Вот. Что у нас еще интересного? I'm from India. Cuman, it's cool. You can see Polzanet not live, just Polzanet channel. All smartphones where... Я не знаю, как объяснить, зачем люди заходят на лайв-канал на русском языке. Хотя он указан на русском. Как камера GT... Ну, типа дизайн поменяли и все. Нет, там не типа Крити, там не типа дизайн поменяли. Вот. Просто почему-то в сети они не отписались. В чем разница? В чем разница? Но там спеки неправильные. Я просто сижу, смотрю GSM Arena, и спеки не бьют с тем, что я вижу здесь. То есть, по факту, они, скорее всего, просто не получили этот смарт на руки. То есть, у них, скорее всего, GT Neo 2T нету. У них даже Antutu указано 711 тысяч, даже в холодильнике он 7 сотен не покажет. Никак. Вообще. Ну, то есть, они просто взяли спеки у какого-то, скорее всего, либо блогера, либо еще кого-то. Но смысл в том, что основная камера здесь однозначно лучше, чем у первого Neo. Все остальное надо будет смотреть. Это очень похоже на Neo Flash. Даже больше похоже на Neo Flash. Но мы, в принципе, готовы сейчас conversation, обсуждать все это дело в онлайне. Speak English, I can't understand. Cuman, по сути, просто funny guy. Да? Китайской версии урезали AOT. Evgen, Евгений с Secret. Вопрос дня, что вот в китайской версии урезали AOT. Здесь и нет не китайской версии.
То есть 2Т в глобалке пока отсутствует. Да, а вот и я, 1200 деменция. Welcome. Взял, рискнул за 900 рублей, 950 рублей аккумулятор Realme Powerbank i, пришел, работает. Аккумулятор с поддержкой 30 Вт. Ну, мечта, потому что с аккумами вообще проблема. Мне очень долго, 1,5 недели не хотели Huawei-овский аккумулятор посылать. Я на него, скорее всего, на этом канале сделаю обзор, потому что под Huawei по 50 Pro я очень хотел купить аккум и купил. How about Modi? I don't know what's Modi is. Кот Бегемот, здорово. You can look on live channel on польза. Так надо ему просто линк кинуть и все. Он бедный... ну, наверное, у GT Neo 2T просто нет обзоров толком. И они большинство... Не, по-моему, есть китайские обзоры. Я не знаю, в чем проблема у человека. Посмотреть их. Кстати, еще раз повторяю, на основном канале Realme Q3S появился обзор. Вот. И все, кто не видел, посмотрите, очень достойная трубка. Опять же, сейчас какое-то время пройдет, либо трубки раскупят, либо ценник повысится. 692 тысячи в чехле, в помещении. Он выдал нам в первый раз и скушал от батареи. Батарея была на 100%. Давайте, в принципе, все это дело запоминать. Почему? Потому что это важно, сколько поедает за стресс-тест, 3%. И это не значит, что он съел 3%, это значит, что, скорее всего, он неправильно показывает процент потери за стресс-тест. Скорее всего, эти 5-6 будет. Второй раз я зарядил его, 692 тысячи в первый раз. Сейчас запишу, что все-таки обзор все равно на него надо делать, правильно? 692 тысячи. И получается 3% съел. И 3% съел. Мне кажется, сейчас он 7% съест, можете ставить ваши ставки. А вопрос дня, опять же, когда мы разговариваем о данном смарте, допустим, или любых смартах из Китая, в чем плюс их обсуждать? Мы понимаем, что у нас будет в глобалке. А самое главное, мы понимаем, сколько эта глобалка будет с нас поедать. Кстати, кому интересно, вот эта вот ленинговская кофта была куплена мной 11.11 и пришла, получается, за 9 дней, потому что они отправили мне только 19 числа. И весь шмот, что я с Ленинга купил, можете посмотреть вот на этом лайв-канале. Нет, на основном канале было топ-10 вещей от Ленинга, там их было 20, и я напихал туда, что я планирую покупать. В итоге купил. By Good Night, окей. Здесь экран меньше, чем в Neo 2, 6.43. Мы не с Neo 2 сравниваем. Мы не сравнивали его с Neo 2. Нет, с Neo 2 тоже 6.43. С чего меньше-то? Размер Ctrl-C, Ctrl-V. 6.43 Neo 2 и Neo... В GT Neo такой же. Вот. Мы с GT Neo сравнивали, с первым. Q3S и Master. Мне кажется, плюс-минус одно и то же. Ну, Q3S до какой степени обрезан, чтобы вы понимали. Там у нас благополучным образом отсутствует возможность оплаты NFC, нет стерео. То есть, ну, это вот крупники такие, притом достаточно весомые для многих минусы. А из плюсов, ну, с железа такое прямо топовое за эти деньги. Я еще раз повторяю, это как Q3. Вот эти смарты, они не будут пользоваться популярностью, но мне кажется, что это из разряда людей, которые с пикселями ходят. Только пиксели это оверпрайс и как бы есть фанаты. А у данного бренда, получается, фанатов меньше. Но я говорю, в Китае по-любому их раскупят. Евгений, не хватает времени сейчас на спорт. Дело не в обзорах, дело в том, что у меня маленький ребенок, 8-месячный. И семья стала больше. Те, у кого есть маленькие дети, понимают, что там не до спорта. Насколько я вырос по весу, не насколько, потому что времени поесть не так и много. Хожу ли я много? Много хожу, много двигаюсь, много таскаю, мое чудо, поэтому не знаю. Да мне не важно, какая физуха, ноги, главное хвост. Почему не разыгрываешь GT Neo 2? Коля, потому что я разыгрываю, что хочу. Я Q3S разыгрываю среди спонсоров канала. Вот и все. Вы понимаете, розыгрыши в основном не приводят особо адекватную публику, а объективно и вот прямым текстом. Мне моей публики хватает, но мне хочется, чтобы эта публика получила какой-то доп. То есть я 30 Mi Band'ов разыграл, получается, в ноябре, еще 5 разыграю.
Еще разыграю двое часов, точно. Возможно, Нарза и, возможно, еще несколько девайсов, но, скорее всего, там не наберутся лайки. И я не особо сильно расстраиваюсь, окей, будем следующий экспириенс, допустим, все уже разыграли Pixel 6 от магазина, я разыграю его от себя, когда он мне придет. Прошку я оставлю себе для сравнения железно. I like India to burn. Евгений Громов. Не надо вот хамить. Привет, Enver Rice. Обзор завтра будет. Dark Warrior. Завтра будет обзор еще на более интересный аппарат. На этот аппарат будет послезавтра обзор, потому что мне нужен не день. Мне нужно чуть-чуть больше и больше 2 дней. Я обычно жарю какое-то устройство. Притом я делаю откровенно, еще раз повторяю, не один. То есть я его до вас прожарил. Я его буду мучить после вас. Потом мы будем мучить его вместе с Игорем. Там может быть еще кто-то присоединится, и в итоге вы получите обзор после всех мучений. Почему? Потому что одна голова хорошо, 2 всегда лучше. Объективно, девайс хороший, то есть тут особо делать обзор про то, что цвет, блеск, красота или нет, обзор делается в первую очередь раз, для того, чтобы вы увидели, как реально работают камеры в обычных условиях, 2, для того, чтобы вы услышали мое оценочное суждение человека, который за этот год купил больше 100 смартфонов, на часть из них сделал обзор, на часть из них просто не делал обзор. И Realme у меня хватало. Я не гиперфанат Realme, еще раз, просто-напросто по сравнению с Xiaomi они лучше, объективно для меня. Они стабильнее и у них менее бесячая прошивка. Мне не нравится, допустим, в китайских версиях, как там настройки меню для камер, но это все нивелируется тем, что происходит в китайских версиях Xiaomi. Потому что там мракобесие с тысячными раз повторениями, вы уверены, не уверены, отключением рекламы и всей этой химии меня лично нервирует. Вы можете быть фанатом чего угодно. Я сам хожу с S21, с iPhone 13 Pro, с OnePlus 9 Pro, на который тоже иногда снимаю. И как только придет чехол на Pixel 6 Pro, еще он у меня будет в обойме. Сын сходит с Pixel 4. Я не скрываю, с чем я хожу. И мне кажется, что здесь максимальная чистота. И не знаю. Я спросил, почему не сравниваешь GT Neo 2T или Neo 2. Зачем? Зачем, Коля? Я вообще не сравниваю, я его прожариваю. Мне сравнить его со всей линейкой смартфонов Realme сейчас. С камерой что-то китайцы скрывают. Почему? Мы сейчас откроем все аидовские спеки, и вы поделитесь со мной вашими наблюдениями. Можно ли сравнение OnePlus 9 Pro и 8 Pro? Зачем? Ну, как бы я считаю, при любом раскладе, учитывая разницу в ценнике, она для меня, допустим, не критична. Для человека, у которого есть тридцатник, ну, нет 40-ка, это не разряд 16 тысяч 26. Вы для себя сами можете решить. Спасибо тебе за Mi Band, пацифист, пожалуйста. Знаете, я до сих пор довольствуюсь по AMOLED Дианы, и это хорошо. Дальше GT Master Explorer Edition в глобалке нет и, скорее всего, не будет. Очень популярный смартфон, очень классно снимает. И для меня, допустим, мне не важно, я бы с ним ходил. То есть, если бы я был реально фаном, прям лютым у Realme, я бы, наверное, ходил с Master Explorer Edition. Лучше у них в линейке для меня лично нет телефона. Купил Poco X3 NFC и радуюсь. Я поздравляю вас. До 15 тысяч рублей Poco X3 Pro и Poco X3 это бомба. Аппараты лучше нет. Лучше просто нет. Учитывая вот все, чтобы собрать. Именно по стоимости. Я об этом, кстати, каждый стрим, мне кажется, говорю. Разница вроде как стекло поставили на задник, процу дали ИИ. Слухи по камере вроде как стоит не Sony, и по дисплею вроде как проще. Может быть... слухи. Посмотрим, какие там камеры. В Индии, по крайней мере, 100% не планируют его выпускать. Я сам хотел взять. Вы в Индии живете, Дмитрий? Заказал 11.11 со склада в России OnePlus 9 Pro и Xiaomi 11 Pro. Пока не отправили. Я расстроился вас. 11 Pro мне не отправляли 57 дней, пока я не открыл спор. Это была жесть. Мне дали левый номер с дека, мне выносили мозг. Ну, в итоге мне его прислали, но печаль. Почему твой Mi Mix не покупают за 90к? Потому что он никому не нужен, и все. То есть это специфический аппарат. Его и глобалки нет. Но это нужно быть заряженным странным человеком, чтобы купить такую вещь.
Я вам скажу, что у меня, наверное, аппаратов процентов 30, которые я выкладываю, не покупают, и в итоге они потом либо разлетаются по розыгрышам, либо я их продаю знакомым, либо они так и висят на Авито. Ну чего, плохо что ли? Пусть висит. Дальше, когда спросил с тобой по поводу Паму Мини, ты сказал, и оказался прав, просто услышал слово Паму и затошнило. Ага, не совсем понял, но окей. Дальше. Бена, после того, как протестил два смарта, как, по-твоему, Explorer и Neo 2T, намного они отличаются? Да, небо и земля, по камерам, хотя бы, по материалам, по всему. То есть это абсолютно разный класс устройств. Вы сравниваете как бы средний ценовой сегмент с флагманом уже. Realme GT Master Explorer Edition это флагман для Realme. Не забываем прожать лайк. Посмотрел бы его прожарку про Mi Mix 4. Мне кажется, что мало кому это было бы интересно. Я рассмотрю данный вариант. Может быть, пишем, кому интересна у Mi Mix прожарка. Когда твой обзор на Soundcore Liberty 3 Pro? Наверное, когда их можно будет купить в любом магазине. Сейчас двадцатник на Али, да не пошли бы они в топку. Я великолепно с Sony хожу за двадцатник. Я уверен, что у них ничего там супер-мега фееричного такого нет, из-за чего я должен покупать за 20 тысяч рублей плюс таможни эти наушники. Саня, Женя, спасибо большое за пожелание. Федор Паленов, как можно узнать, как будет ловить связь без 20-го бенда в своем регионе? Уже очень нравится. В каком регионе? Если вы живете в городе, для вас это вообще не важно. Погуглите, что такое 20-й бенд, в каком случае смарт на него переключается. Это абсолютно неважная тема. Сейчас я посмотрю, где у меня, кстати, Realme Q3. Здесь нет перечня, к сожалению, бендов. Ладно. Мне тоже собака китайская Т-Про не отправляют. Ну почему собака китайская? Ну это кидалово. Ну тем более самый крупный магазин. А какие варианты? Вот окей, ты откажешься от 11 Т-Про за 39 тысяч. За какую цену ты его купишь? И вот мы сидим и ждем. Саня, когда итоги года? Еще декабря не было. РТшка, когда глобальная ко мне придет, тогда и подытожим чего-нибудь. Ее еще не выслали. 643 не такое большое проседалово, а вот по процентам мы посмотрим. 5 секунд. Прямо интересно. 50 тысяч баллов ушло. 5% аккумулятора он показывает, он съел. Но вполне возможно он врет. Everybody lies. Мы даже не будем верить. Было 97%, стало 92%. В принципе, да. В принципе, он прав. Будем писать 5%, хотя разумнее было бы писать не 5. Ну ладно. В целом, норм. Так. Третий прогон. Третий прогон он не захотел делать, потому что я его закрыл. Я раньше, кстати, когда только начинал обзоры года 3 назад на смарты, я гонял их все время, разряжая в Antutu. Не знаю, нормальная тема. Дальше, Саня, огромное спасибо. Просто говорю, по поводу стабильности все довольно просто. Вы идете в жару, допустим. Вы играете на пляже, вы снимаете видео на пляже летом. Притом лето, вы помните, какое было, допустим, в этом году в России был ад. И к чему это все, особенно в Петербурге? К тому, что трубки реально вырубались у людей, трубки разряжались на раз-два. И говорит, что условия использования данного смартфона, то, что мы тестируем его, проверяя, насколько он поедает батарею, допустим, за стресс-тесты, это объективная реальность и реальная объективность, он реально жарится. Дальше, Саня, привет, спасибо за труды, купил по твоему совету наушники и часы. Я плохого не посоветую, потому что я хочу, чтобы вы продолжали меня смотреть. И даже если не смотрите постоянно из-за моей отсутствующей харизмы, чтобы вы смотрели меня, когда подумаете, что вот, мне надо что-то купить. Чувак норм советует за нормальные деньги. Дальше так, давайте-ка я сначала посмотрю и сфоткаю, сколько максимум температура. Через чехол 36, 45 градусов максимальная температура на задней стенке. Вот сейчас я покажу вам. Греется 45, разумеется, мы не будем это дело сохранять. Так что я заинтересован, чтобы вы были рады. Никаких российских магазинов. Скажем нет налогам. Налогом и не налогом, ладно, побором. Так, 48, 49,1 до 49 градусов, ну пока до 50 как одноименный аппарат от кого? Правильно, от великого и ужасного яблока.
пока не разогрелся. Но мне кажется, в чехле прогреется. Жарь мимикс, мы всегда за. Как один человек проснулся. Useless, без сарказма. Спасибо за твои эмоции, но если не сложно, то одно пиши сообщение. Не забываем прожать лайк просто так, потому что NFC, а мы проверим, иначе вы уйдете, я вам сейчас скажу, и вы уйдете. Сразу после стресс-теста напоминайте. Саня Бардюговский. Всем привет. Кстати, подписывайтесь на лайв-канал. Я сюда буду выгружать больше обзоров и будет больше таких прожарок. И даже если она вам сегодня не нужна и вы не хотите сидеть на стриме, в каком-нибудь X6, допустим, скинете себе или увидите комментарии людей, которые вы уже посмотрели, у вас будет к нему отношение, к аппарату. Потому что обзоры обзорами, но сейчас могут прийти и хейтеры, и фанаты, и обсудить любую железку. А эта железка за 19 тысяч рублей на Dimensity 1200, это интересная штука. Окей, двадцатник сейчас 20. Если учитывать еще таможенный сбор, еще 21 получается. Но опять же, мы не виноваты, что такой курс, мы не виноваты, что таможня дерет 15% с оставшихся от 16 тысяч, от 200 евро. И в итоге получается слегка беда. Но не люто. То есть 750 рублей вы заплатите сверху двадцатки. Напоминаю, что все промокоды, все жирные предложения, вот все, что были, кстати, жирные предложения на данный момент есть, по моему мнению, сейчас в описании. К чему это? К тому, что Huawei-вский телек, который я себе купил за 45, он сейчас 45. Нет, я купил за 42, за 43 получается, сейчас он 46. В описании на 55 дюймов можете написать, кстати, у кого такой есть. Дрон Fimi X8, хотя DJI больше советую, тоже в описании 21. Redmi Watch 2 Lite тестю. 4000 стоят они, не стоят, это вам решать, но в целом часы мне нравятся. Ленововский Book, iPhone 13 на 256 за 82. Я вспоминаю, что из США мне привезли его за 64, а здесь, кажется, 82 на 256, это хорошо. Live Q20 3800. Flare 2 3600 не особо дешево, но дешевле нет. AirPods 3 14-15 считайте. И Sony, вот самый жир, это Sony 1000 XM4 накладные, это вот такие наушники. За 19 с половой сейчас продаются. Мне кажется, что дешевле этого дела не будет. Это мои основные уши. Подключаю их через фиевский комбайн, назовем так, к монитору, кстати, Huawei, на который у меня был тоже обзор. Я Huawei хейтю. Покупаю за свои деньги, но сам им пользуюсь. То есть телевизор и ноутбук у меня фактически Huawei-вский. Huawei P50 Pro я вообще покупал в Китае за 105 тысяч. Продавать его я точно не буду. Если Mi Mix 4 у меня когда-то уйдет хотя бы за 70, буду рад. Но его, кстати, я тоже покупал за 105. Но Huawei-вский смарт я точно продавать не планирую. Саня, 3 диска никогда не покупал, переходя по ссылкам, а тут дернуло. Нет меня, так не покупай. Не-не-не-не-не, но смысл-то в чем? Ты можешь не покупать вообще ничего, и можешь в поиске просто вбивать название. Просто магия Али, допустим, попробуй найти Realme GT2 Neo 2T. Расскажешь мне, как у тебя это получилось, это не сарказм. То есть я, допустим, 1000 раз сталкивался с такой темой, вот даже сейчас. Я пытался найти более выгодного продавца, я отшумел искать. Мне 2 человека еще помогало найти максимально выгодное предложение, потому что практически нет этих трубок. Вот. И еще раз, кто разбирается, я вас успокою. Если вы откроете телегу и начнете проверять, 95% наверное товаров не алиферальные. Ну, как бы это вот welcome. Хотите верьте, хотите проверьте. К чему это все? Это все лирика по поводу смартов. Плохого не советую, пока по поводу этого не определился. Я рад этой трубке, так же как GT Neo 2. Но супер трубки у Realme. Это Master Explorer Edition, к сожалению, она китайская, только для тех, у кого прямые руки. Супер трубки, это какой-то low-cost, это, допустим, Q3, Q3S тоже от Realme, сегодня был обзор на канале. Однозначно за 16 тысяч бежать и покупать, если чисто как игровой смарт. И, наверное, ну Neo 2, опять же, но сейчас у нее ценник такой злой. Саша, привет! Ахалай-махалай, ты дошел, очень приятно. Привет, смартфон Realme GT Neo 2 будет купить за 24 тысячи 5 декабря. Аслан, не знаю, что будет с курсом, не знаю, что будет с промиками. Может быть, будут промики, в принципе, на декабрь. В декабре будет опять какой-нибудь сейл. Если не лупанет курс до 85, уже очень много разговоров в России, во всяком случае, про девальвацию и про то, что нули хотят убирать, а для этого они будут разгонять $100.
Если они так сделают, будет, конечно, тяжело всем. Дальше, Саша, привет, еще раз привет. Халай-махалай, Слава, расскажи подробнее про 20-й бенд. Работаю далеко за городом, а смысл рассказывать? Вам читать про это дело нужно. То есть, проще говоря, насколько это важно, если, опять же, для LTE важно, вот, для LTE. Главное, если там нет 3-го и 7-го, то тогда, возможно, вы останетесь без 4G. Это плохо. Вот, к чему это все? Саня слазил на Али, чехлов на нар за 50 вообще не нашел. Пацифист, очень сочувствую тебе. Может быть, просто на какую-нибудь там горбушку, если ты в Москве, либо на Садовую скатаешься, если в Петербурге. Realme GT Master Edition или Nord 2. Сева. Nord 2. Однозначно. Привет, хочу спросить, в смартфонах Али от Xiaomi есть функция второе пространство? В Realme оно называется клонирование системы. Не заползал даже. То есть спроси, вот сейчас, может быть, в чате ответят люди. Смысл в чем? Если вы первый раз на канале, самые последние ссылки, есть канал взаимопомощи. 3-я ссылка снизу, 4-я. Польза.нет. ТМЕ, Польза.нет. Если у вас есть специфические вопросы, допустим, по тому же клонированию, вот, допустим, у меня нечего спрашивать, как можно накатить Google сервисы на Huawei по 50 Pro. Потому что я пытался, у меня не получилось. Вот это второе пространство, оно тормозит. У Huawei. У кого-то не тормозит каким-то магическим образом. Но Huawei по 40 Pro, после того, как мне Дима, друг, накатил гуглы, мучился он очень долго. Но итог, слетало все, тормозило, фризило. Зачем нужен флагман, если все фризит, я не знаю. Есть, конечно, на Xiaomi дублирование. Lake, по-моему, на всем есть, если я понимаю, о чем спрашивают. Так, Ярослав Иванов. Вот здесь у меня 5 заказов отменили по причине безопасности с купонами. Ненавижу китайцев, денежки заморожены на 3 недели, купоны потеряны, время потрачено. Ярослав, а откуда у вас купоны? Вопрос, понимаете, вот по поводу 5 заказов. А что вы заказывали? То есть, если вы эти купоны, как я понимаю, покупали, либо у вас левый ак, и у вас есть на ваш адрес аккаунт, или с какого-то аккаунта вы оплачиваете этой же карточкой, ну ничего удивительного. Саня, если iPhone из США брать, как ты в России, в него та же гарантия действует? Нет, конечно. Нет, не действует. Что лучше в плане стабильности? Ну, у меня у супруги iPhone 13 синенький из США, и все великолепно работает. Айфоны делают для США, как бы яблоко. Понятно, что в Китае. Саня, скажи, у всех смарт-часов альтиметр погоду на Марсе показывает? Нет, Андрей. А дальше, что лучше в плане стабильности? GT Neo 2 или Neo 2T? Dimensity, по идее, стабильнее. Dimensity должна быть стабильнее. Вот сейчас мы наблюдаем, в принципе, 3-й стресс-тест. Сейчас посмотрим, я еще не увидел картинки. 643 на 3-ю прокрутку и съела 4% заряда. Ну, напишем 4%, хотя по мне 5 все. 5 и 634, это значит, он относительно прошлого прогона съел только 9000 баллов в стресс-тесте. Так, NFC-чек сейчас вам заведу, потому что нечего человека, если он еще не ушел, мучить, правильно? Вроде бы я все тесты закачал туда, кроме NFC-чек. NFC-оплата, NFC-чек. 5 секунд. Установим и проверим в онлайне, чтобы не осталось вопросов. Кстати, можно сразу камеру посмотреть, он не успеет остыть в принципе. Так, NFC в наличии, и это хорошо, а вот оплата Google Pay, мне кажется, что тоже работать должна. Потому что я, по-моему, даже... А почему я снес тогда? Потому что вроде проверял. Да, оплачивать GT Neo 2T можно, это Q3S однозначно нельзя оплачивать ничего. Сегодня был обзор на основном канале. В AIDе посмотрим по камере, давайте. По-бырому. Устройство. Ну, вроде бы ответ получен.
Sony. Ну неплохо же ж. Неплохо же ж. Красные купоны подарили AliExpress, аккаунту 16 лет, платиновые, плачу визы, обменяли заказы с купонами на 10 и 20 долларов, хотя купоны 1,4 проходят. Я вам скажу, что это лучше, чем было летом. Летом у меня на 2 аккаунтах не работали даже промокоды, июль-август. И у многих моих подписчиков тоже, и у администраторов. Это была дичь. То есть, если ты норм покупатель, то тебе просто нельзя даже промики было использовать. Я не знаю, зацепили вы это дело или нет. Так, мы еще в Antutu посмотрим данные по камере, потому что вполне возможно AIDA показывает что-то не то. Будем надеяться, что показывает оно все то. Дальше, а что здесь, модуль не показывает он? Ну пока только такие спеки, то есть ничего полезного можно будет сравнивать. Oppo Enco Free или OnePlus Z2 для OnePlus. OnePlus FreeBuds Pro. Welcome. У меня есть топ-10 на канале по наушникам. Вообще не люблю на них отвечать. Почему? Потому что я сделал топы. Интересно мое мнение, напрягитесь, посмотрите. Лень смотреть и хотите SEO мою долбить, просто посмотрите описание к ним. Здесь спрашивать смысла вообще никакого. Еще раз, 4-й прогон ставлю на Antutu. Я думаю, что это все еще актуально. Мы ждем, когда он все-таки просядет, примерно так же, как просел Pixel 6 Pro со 2-го раза, когда потерял 200 тысяч баллов. Саня, все обзоры успеваешь делать. Какой-то тайм-менеджмент или по финансам, как ведешь учет, чисто в Excel или по-другому? Никак не веду учет финансов. Тайм-менеджмент отсутствует. Просто чертову тучу девайсов. Вот, допустим, бедные яблочные часы уже черт знает сколько таскаю. Из телефонов сейчас жарится у меня еще помимо этого 2. 3. Еще 2 частично. Вот. Не знаю, вроде норм обзора, нет? Не забываем прожать лайк. Все остальные устройства, какие-нибудь часы, особенно без артериального давления, без ППГ, ну, какое-нибудь что-нибудь простое, к чему даже нагрудный датчик не подвесить, с чего нельзя звонить, но это же все просто, это сутки максимум. То есть их даже поносишь, поспишь, проверишь, как оповещение приходит, все. По ушам еще проще, тоже сутки, 2 максимум. Ну реально, смысл их мучить. Смарты, да, смарты 1 сутки мало. Жарится 3 и без нас. Да. Привет, название для кликбейта или реально интересный аппарат? Алексей Кузнецов, нет. Вообще все, что делает Realme, по-моему, крайне интересные аппараты, пока у них ценник адекватный. То есть, когда ты смотришь наш ритейл, вот так оценивают маркетологи примерно, насколько хороший смартфон, потому что его будут питчить в магазине. И учитывая разницу в стоимости, ну, хороший же смарт, нет? Какой чехол в комплекте? Вот чехол в комплекте, можете рассматривать. Силиконовый, прозрачный, мне нравится, чуть-чуть темнит. Серенький такой. Мне нравится. Вот. Не бесит. Дальше, где найти аппараты, которые ты продаешь? На Авито. Но они быстро уходят ходовые, а не ходовые, допустим, тот же Xiaomi 11T Pro. С чего я буду его продавать дешевле 40, если я его купил за 44? То есть он у меня стоит 40, добавлено 68 человек там, по-моему, в отслеживание. Народ висит. Но они, скорее всего, видят просто, какие аппараты я до этого продавал, что дешевле значительно. Я не собираюсь. Пусть валяются. То есть, ну, не продам и не продам. Все равно буду новые покупать. Как думаешь, этот или мастер? Может быть, разгоню, кстати, спонсоров на основном канале, буду там разыгрывать. Этот или мастер? Этот. Для меня этот. Дальше у меня просто чешется где-то в подсознании. Вроде Realme со всех сторон так хвалят, вроде хочется Oxygen OS. Ну так бери OnePlus, если хочется. Попробуешь, узнаешь, Алексей. Ярослав, посоветуй лучший смартфон с IPS-дисплеем на сегодняшний день. 144 Гц, 16 тысяч рублей, плюс-минус 1000. Realme Q3S на основном канале. Welcome, IPS-дисплей. Но нет NFC и нет стерео. Саша, почему в описании снизу слитно написано? На канале не спамить. За спам-бан наушники Vivo TV Soldak. Не знаю.
Я копирую, наверное, просто все это дело обрезается, иногда не хватает места в описании. Исправлю. Все спонсором, юху, сейчас все побегут спонсоры. Не побегут. Это проверенная тема, как бы, и ничего критичного в этом нет. Но я мастадай, должен я все-таки потихонечку начинать это дело разыгрывать. Иначе никак. Смотрим. Наушники за спам. Кайф. Алексей ничего не понял, но окей. Poco X3 GT неплохой. Ну, неплохой. Да, беленький. Сейчас я даже его вам могу, по-моему, показать. Он недалеко у меня лежит. Нет, это не GT. Я его, по сути, убрал. Master Edition, от GT, наверное, я убрал на подоконник. Да как-то к сегодняшнему стриму так из разряда лайта готовился. Почему? Потому что идет распродажа. Если кому-то что-то интересно, основной канал я уже просто забил этими обзорами, точнее стримами с сейлом. Поэтому все в топку. Здесь мы можем просто поговорить без сейлов и обсудить, что лучше, что хуже, что вам интересно, самое главное. Будет ли глобалка GT Master Explorer Edition? Думаю, нет. Нет, съели на обед. 9 РТ вышла глобалка. Нет, но она точно будет. А ссылка на донаты где? На основном канале, по-моему. Здесь, по-моему, донат нельзя делать. Нельзя. Я могу здесь спонсорство подключить. Если честно, не знаю смысла. Могу даже в онлайне. А, кстати, почему мне не подключило ничего? Спонсорство. По-моему, донатить можно здесь, нет? Напишите мне, если не сложно. Ага. У меня, по-моему, даже она нельзя включить. Почему нельзя? Не знаю. Есть стикеры какие-то стикеры чего-то там. Вот я теперь не хочу, даже лезть не хочу. Короче, на основном канале есть функция спонсорства, здесь нет. Саня, неужели Realme Q3S лучше, чем Poco X3 Pro? Ну, я сейчас по внешке тебе покажу. Не буду я даже показывать. Зачем? Ты же можешь циферки сравнить сам, правильно? Я не собираюсь как бы чисто гипотетически. Вот смотри алгоритм. Я сейчас начинаю сравнивать аппарат от Realme и аппарат от Xiaomi. Что со мной будет? Сколько народа сбежит? То есть, вот, допустим, на Realme Q3S я выгружаю обзор. Как ты думаешь, сколько людей моментально ушло с канала? 17 за первый час. Ну, то есть, чисто с этого ролика ушло 17 человек, потому что это Realme, а не Xiaomi. Комьюнити у Xiaomi, которое я говорю, что имеет свои проблемы, оно очень, как-то сформулировать, заряженное. Не хочу сравнивать. Может быть, когда-нибудь я сравню лбами, опять же, на лайв-канале, но точно не в прожарке. Зачем? Может быть и в прожарке. Но опять же, если будет приходить человек 200. Нету кнопки, нету. Ну, значит, нет. Доллара нет в чате, а Donation Alerts какой-нибудь взять. Donation Alerts есть вроде бы. Вы прям меня заморочили с этим делом. Мне кажется, я даже не знаю, где он у меня. Не знаю я, короче. Сегодня без донатов. Александр, что ты взял для бабушки до 16 тысяч, пару вариантов? Зачем до 16? За 11 Realme 8i. Realme 8i, Narza любой, 50, 50A, 30. Непонятен восторг от Q3S, оплаты нет, звука нет, навигация проблема. Телефон для домашних пенсионеров, живущих в мегаполисе. Ну, ты как бы в курсе, да, что в мегаполисах живет 60 миллионов. Этот стример сломался не сетинового, он от донатов отказывается. Да я не понимаю, как это делать просто, в топку. Ну что мне заморочиться? Я не понимаю, здесь есть функция. Я с прошлым-то каналом мучился насчет donations, спонсорства. Нажимаешь спонсорство, здесь неактивно будет. Чтобы включить спонсорство, сначала выполните все условия ниже. То есть нужно начать список бонусов. Ну окей, список бонусов. Окей. Изменить. Не, нафиг, я даже не... Извините за мой французский, потом буду заморачиваться, если оно надо. Ладно, не настаиваем, да, все норм.
Дальше, добрый вечер, тезка, Алекс Колс, привет. Пользуюсь Xiaomi, новые модели уже не впечатляют, больше нравится Realme. Однозначно, но завтра на основном канале я очень вам советую посмотреть мой обзор. Почему? Потому что вот там прям был цвет, блеск, красота. Вот. Там было все очень интересно, и завтра римлевский телефон, который, в принципе, уже кто только не тестил, кто только не рассказывал про него, и Redmi. И я с ними абсолютно бесконечно согласен. Я нашел Donation Alerts, ла-ла-ла, кому надо. Надо, кстати, ее открыть, чтобы мне хоть какая-то информация приходила, да, наверное, про нее. И ссылкой третий закину. Все. Donation Alerts подключен. Не, он подключен, я просто не совсем понимаю, если честно, как все это настраивать. И мне кажется, это не совсем важно. Комьюнити работает и так. Не забываем подписываться с колоколом. Надеюсь, что у вас есть интерес к новым смартфонам. Даже Xiaomi-шным, даже китайским. Ну, это правда Realme, но все равно. Neo 2T так и не выйдет на глобалку. Я не знаю. Я не знаю. 2 вышло. Сколько в PC-марке часов покажет на максимальной яркости 120 Гц? А вы посмотрите потом мой обзор на него? В крипту вкладывался? Нет. Я слишком стар для всего этого. Шим здесь какой? Проверим. Капец, что можно рассказать о кружке? А при чем здесь кружка? Я не рассказывал про кружку. Но я могу сделать обзор на кружку. На ручки ты делал. Посоветуйте смартфон Realme за 24 тысячи. Realme GT Neo 2, глобалочка. Либо, если вы готовы к китайской, вот это вот дело 21 тысяча. Ничего у нас почти не просело. 241 тысяча, было до этого 243. 234. Он, получается, пока я проверял NFC, он даже благополучным образом отдохнул. Еще раз гоним его, бедного, или нет? Давайте еще последний раз мы гоняем этот аппарат, потому что он уже раз, два, три, 4 раза Антуту проходил. Нон-стопом. А с Xiaomi сейчас клепают одно и то же, по сути. Чего стоит одна только линейка Redmi Note 10. Я Redmi Note 11 завтра буду вам рассказывать про него. И не совсем про 11, но узнаете. Звук с эхо это нормально. Да, здесь Blue микрофон. Давайте я его подтяну. Может быть, если поближе, он будет работать получше. Сейчас я проверю, не отлетело ли ничего. Но у меня диффузоров здесь не стоит, надо поставить. И микрофон надо, наверное, шуровский здесь взять, этот, который по красоте, с ножкой. Но это позже. Чего нас на стримах не так много. А когда будете продавать, можно будет купить и за сколько. Лайк, это не обсуждается. Еще один подобный вопрос, мне придется вас забанить. Хотите, ищите на Авито подобные аппараты. Посоветуйте смартфон Realme за 24 тысячи. Уже ответил. Neo 2T это просто Neo, отличается зарядка на 65 Вт и модификации проца. Вот видите, зарядка на 65 Вт, модификация проца, помимо этого еще и крышка, правильно? Крышка. Сейчас, 5 секунд. Крышка и сенсор у камеры. Снимает она реально лучше. Мы прям не зря тусим, правильно? Посоветуйте смартфон от Realme, уже ответил. Сделай обзор на Flash, тоже интересно. И у меня был обзор на Flash. И на Realme GT Neo Flash Edition, и Neo. У меня на всю линейку Realme были обзоры, кроме IQOOZ, вот эта вот линейка, вот эта вот мрачная. Ну, не мрачная, она просто для меня мрачная в плане того, что вот их я точно не продам, если я куплю. Дальше люди, купившие на AliExpress 11.11 GT Neo 2 версии 12256, ждут отправки. Андрей, еще раз повторяю. В описании, третья ссылка снизу, это телеграм-канал взаимопомощи. Верхняя ссылка это мои промокоды, выгодные предложения и все остальное с Алишки. Очень советую, кстати, вот туда подписаться, потому что там прям жир бывает. А нижняя ссылка, третья снизу, это телеграм-канал взаимопомощи. Вот там задай вопрос людям, потому что многие покупают, многие заряжены на это дело. И по большому счету у меня, да,
Можно канал вообще назвать. Купить что-то выгодно. Потому что я шопоголик, и с этого все начиналось, и продолжается такая же история. Всем привет, залетел на стримчанский Сергей Патримаев. Очень приятно, не забывай прожать лайк. 2Т по первым ощущениям лучше камера, чем у Neo 2, да. Однозначно, меня очень порадовала основная камера. Стаб меня не порадовал, но у Neo 2 тоже не космос. А вот сама съемка, ну увидите, послезавтра. Я думаю, я даже до конца распродажи с утра выгружу. И если там будут crazy промокоды, не знаю, за 1019 я бы точно купил. Realme Explorer Edition Norm мечта. T11 Pro или все-таки OnePlus 9 Pro? Ничего ж себе у тебя разброс. Решай сам, даже отвечать не буду. Потому что по ценнику просто. Мне велосипед или машину? У 2Т по первому ТТТ, конечно, только потом посмотрю обзор. Просто интересно было, сколько часов по PCMark держится и процессом. Батарея вроде такая же, как у Neo Flash. Окей, покажу после этой прожарки. Дилмурод Балтаев, привет. HDD, строительный канал. Купил на Черную Пятницу белый OnePlus Buds Pro, OnePlus 9 за 6100. Отличный ценник, великолепный, я бы сказал. Хорошо, буду ждать обзор, Дмитрий. Окей, Саня, как тут с шимом, пока неизвестно. Пока тайна, покрытая мраком, я не проверял. Может быть, сейчас проверю, если у меня... Не разряжен. Можно проверить будет. Коэффициент пульсации, да? Дальше... Что у нас еще интересного? Видел Honor GS Pro за 6,5 на Томоле. Чего так дешево отдают, не в курсе. Вполне возможно, они просто пытаются каким-то образом избавиться от остатков. И, в принципе, это неудивительно. Почему? Потому что сейчас выйдет что-то новое. Либо второй вариант, у них все плохо, и им нужно нарастить объемы, чтобы в конце показать, что вот у нас продажи были космос. Потому что все эти пиар-акции из разряда «Али, там мы супер продали», или Honor, или Huawei, или те же Xiaomi, это же все циферки для публики. А внутри компании, окей, они продали на 1 миллион, допустим, а план был 5. И все. То есть они теперь любыми способами и средствами перед своими, опять же, они же все наемные рабочие, либо если на IPO, если это все дело из разряда бонусов для держателей акций, ну там все очень сложно. То есть я уверен, что это для нас все на поверхности, а по факту все эти супер низкие ценники обоснованы чем-то сугубо экономическим. Дальше, Сань, таможенный платеж онлайн оплачиваешь? Всегда да, чтобы быстро прилетало. И брал GT Neo 2 11.11, доставка из РФ 24 тысячи, пришел за 10 дней. Поздравляю. Глобалочка. Redmi 9A или Pixel 6 Pro, цена же почти одинаковая. Я думаю, тебе нужен кнопочный 3310 Nokia, учитывая уровень вопроса. Спасибо, Александр Аслан, пожалуйста. Саня. Mi 11 Lite 5G NE или Realme GT Master Edition. Никита, слишком разные устройства. Почему? Потому что я бы взял Xiaomi. Тонкий, легкий, странный, и снимает он точно не хуже, чем Master Edition, если нужна камера. Лайв поставил, можно мне свои 5 копеек поставить? Лайк поставил. Сергей Патримаев, конечно. Я заметил, что отклик на 120 Гц в играх прям чувствуется. Не знаю, как тачи на 320 или 600 Гц, но герцовка на контроль влияет. Она не может не влиять. Ты видишь картинку, которая быстрее обновляется. С чего она не будет влиять? Каспер, к сожалению, придется тебя заблокировать. Мата нету, как и хамство. Аббревиатуры все легко читаются. Так что ты заблочен. Дальше, в чем отличие GT Neo 2? Серьезно? Серьезно? Погуглить как бы тяжело. Тяжело в GSM Arena сравнить спеки у GT Neo 2 и у OnePlus 9R. И даже про оболочку, даже если не говорить. Жесть. HDD строительный канал. Еще вопрос, Сань. OnePlus Watch за 6800. Хороша. Если к OnePlus, почему нет? Я бы взял.
Однозначно взял бы. Не забываем прожать лайк. Напоминаю, что мы сегодня прожариваем такой смартфон, как Realme GT Neo 2T на Dimensity 1200. И его основной плюс — это ценник. Понятно, что с промиком по ссылке в описании, либо в телеге можете посмотреть, либо сами поискать. Выходит где-то 21 тысячу рублей. Если платить таможенный сбор, то выйдет в России, скорее всего, 22. Но если подождать каких-нибудь супержирных промиков и в понедельник курс доллара не лупанет еще сильнее по рублю, то вполне возможно можно будет купить, как и я, за 19,5 этот агрегат. И пока он радует, потому что первый прогон Antutu 963 тысячи, второй 643, третий 634, четвертый 641 тысяча обезьянок, попугаев. А сейчас будет, получается, пятый прогон, и пока все великолепно в плане того, что хорошо себя показывает. Это вам не Pixel 6 Pro. С его потерей 200 с лишним тысяч попугаев на одном прогоне. Я не знаю, если летом гулять с данным смартом, ну куда его утилизовывать. Андрей, к сожалению, придется вас тоже забанить. Потому что эти люди, они не все показывают, к сожалению. Вот вы сейчас советуете, а проги, они такие прокачанные. Вы же понимаете, что они не алифералки, они не показывают. Почти все. Привет, почему при оплате таможни онлайн приезжает быстрее? Такой эффект, потому что когда он приходит, вы оплачивать можете таможню еще до того, как он придет на границу. И он приходит с пометкой «таможенный платеж оплачен». И таможня толком, мне кажется, не проверяет. Владимир Коваль, я надеюсь, что полезное. Спасибо, рад, что вам заходит. Расскажи про кружку, интересно. В ней есть две надписи Xiaomi на ней и Mi. Внутри похоже на армейскую, снаружи похоже не на армейскую. Есть модификация с крышкой. Я, кстати, постил в телеге ссылку на нее. Я хочу с крышкой купить за 1200 рублей. Не знаю зачем. Ручка металлическая, стенки с воздушной прослойкой, и поэтому вы не сможете обжечься, это раз, а два, никоим образом ваш напиток не будет намного быстрее остывать, он будет дольше остывать. Вот. Взвешивать не буду пока не допил. Дальше, нет, дело не только в отрисовке кадров, а именно в вазелином управление на 60 Гц. Я раньше как-то скептически к высокогерцовым экранам относился в смартфонах, а сейчас понимаю. Ну вот так. Код Бегемот нет. У меня нет тестов студийных наушников. Иван Щербаков взял Oppo NK Free за 3200. Вообще поздравляю. Дмитрий Гордиенко. Да уж, Pixel 6 Pro до 400 тысяч в Antutu это печаль. Ну 400 с лишним, по-моему, 440 было что ли. Понеслась. Мы видим сколько? Я, кстати, не вижу. 629 тысяч. То есть на пятом прогоне он показывает 629 тысяч баллов. Это очень даже великолепно. Съел он 5% опять. И пока все прям шик, блеск, красота. Вам спасибо большое, Людмила, за хороший вечер. Бро, а когда розыгрыши? Усмон, когда... Вот на такие вопросы я хамлю. Вы простите, когда вы научитесь читать? Вот в тот счастливый момент времени, когда все научатся читать описание, смотреть обзоры, слушать условия, тогда не будет таких вопросов. Потому что они вопросы уровня «мне нет 7 лет». Зачем? У меня даже в названии, у меня что, есть в названии какой-то розыгрыш или что? Человек реально ни одного обзора не видел и не слышал. Начало как мантра. Все обзоры 30 числа на стриме. Когда обзор? Welcome. Ладно. Xiaomi Mi Stick TV. Надо ли полноценную приставку брать на андроиде? У меня этот Mi Stick 2 года лежит. Я не знаю, как сделать на него обзор. Дальше. А когда оплачиваешь заранее, код где для оплаты брать? Тебе придет на почту. Если ты в почте зарегистрирован, он приходит. То есть ты регистрируешься на Почте России в программке, и в основном приходят все требования по оплате. Жир телефон. Да, что-то мы хотели. Antutu И. Сейчас затестим тоже, потому что я скачивал. И, кстати, вы спрашивали про PC-Mark. Возможно, этот человек еще не ушел, поэтому я сделаю спойлер. Надеюсь, что все, кто на стриме, они не забьют посмотреть обзоры, потому что в обзоре есть еще маленький плюс.
Первое, я еще погоняю телефон. И второй немаловажный момент, я покажу вам, каким образом работает камера. Как вы помните, я всегда входы в 90% случаев пишу со смартфона. Вот 120 Гц, максимальная яркость. Все увидели? Надеюсь, да. Подскажи, ТВС-наушники OnePlus с аппаратом данной марки звучат лучше, чем с Nordom 2, и какая альтернатива? Так OnePlus это и есть Nord 2. Kill them all. Доброго здравия, привет, Евгений Поташов или Поташев. Поташов, наверное. Сергей Перуев. Хотел взять 9R, но после обзора передумал, теперь жду глобалку РТ. Говорю, ваше дело, как оценивать. Понятно, что у меня какая-то есть тема из разряда моего личного мнения, какого-то послевкусия, еще чего-то, но решать всегда вам. Я говорю, меня все время напрягает, когда некоторые люди что-то хвалят. Потом я беру это дело, и оказывается какая-то подводная штука такая лютая. У Аэрки это тоже было, в моем понимании. Шим еще, понятно. У кружки ручка как? Просто на съемке кажется не крепкой. Что мне сделать? Давайте я попробую ее погнуть. Я думаю, погну? Нет. Я единственное смогу ее оторвать. Я не буду ее гнуть. Кружку от Xiaomi пиарю. Ладно. Дальше понял, спасибо. Пожалуйста. Все-таки, возвращаясь к нашим людям и не людям. Загрузка идет Antutu AI. Здесь, кстати, антутовский стресс-тест AI Benchmark я прогнал, но вот такой. Кому эта информация нужна, я думаю, таких минимальное количество, но вдруг. А вдруг, как говорится. Из интересного, что еще можно сказать об этом смартфоне? GPS-тест проводил, мне почему-то он показывает на гигабитном интернете 500 с лишним. Учитывая, что сейчас идет все это в линию онлайн, ну, проверим, что он показывает. Но это учитывая, что пожирает стрим, я не знаю, мегабит 200 это точно. То есть он на загрузку показывает 256 мегабит, на выгрузку 260. Так показывал по 480, и это было неплохо. Это было неплохо, в принципе. Дальше, тебя жена не ругает, что так много телефонов покупаешь? А почему нет? Могу себе позволить. Кто-то машины покупает, я телефоны. Телефоны не машины, кстати. И не участки, на которых люди по 20 миллионов тратят, чтобы дом построить. И не знаю, не рыбалка. Сколько там удочки и вот эта вот вся тема. Я говорю, у всех свое хобби, у кого-то там те же мотоциклы поедают тучу денег, просто тучу. Я даже толком не играю. Сайша, у какого Realme есть инфракрасный порт? Я сейчас начал искать Realme с инфракрасным портом. В Narza нет, 8i нет. Master Edition сейчас нету. Я не знаю. Потом я как-нибудь найду. Это просто засада. В общем, из того, что у меня на руках сейчас вот под рукой, нету ничего, ни у чего. Консоль сейчас лучше приобрести Xbox S или PlayStation. Я бы Xbox бы взял. Проверял скорость памяти, да, но при вас еще раз в Androbench проверю. И потом в Antutu тоже никаких проблем с этим нет. Для этого и существует прожарка, кому не лень посидеть в онлайне. Мне кажется, это самое важное. Саня, у тебя на тесте какие-нибудь ТВС наушники зеленого цвета. Можешь посоветовать? Секунду и все покажу. Cancel. Сейчас покажу вам стресс-тест и сейчас покажу уши. Спойлер, обзор на канале. Не зря, вы не зря пришли, а я не зря сделал этот стрим. Я, кстати, без шуток говорю, я считаю, что вот такие вот вопросы специфические, да, на часть из них я не могу ответить. Но часть из них, за счет того, что я шопоголик, у меня много вещей, я могу проконсультировать человека сходу. Цвет, блеск, красота под OnePlus 9 Pro великолепно подходит. Mi Mix 4 не обновился, как фронталка. Книс М, я не хожу с Mi Mix 4 как основным телефоном. Я могу тебе его показать максимум. Вот он лежит. Я его пытаюсь продать неудачно. Не думаю, что я его смогу продать. Вот.
С чем я хочу ходить, это с Pixel 6 Pro, но пока у меня проблема с чехлами, я не буду без чехла его носить. Это просто мракобесие, телефону будет хана. Он у меня уже раз 300 упал только со стола. Я не знаю, как он с горизонтального стола умудряется падать, но вот это вот дело, оно как бы само по себе самоубиваемое. Но это опять же мое субъективное мнение и мое оценочное суждение, которое вы можете не разделять. Это 9R. 9R, кстати, буду продавать. Мониторьте Авито. Шучу. Может, и не буду. Вот. LHDC, OnePlus 9 Pro так и не добавили. Google в помощь, серьезно, ну это как бы перебор. Говорю, вот подобные вопросы пишите в телеграм-канал взаимопомощи. Окей? Все-таки мы имеем тему какую-то. Одно дело быстренько ответить, другое дело единственное в Antutu. Мы сейчас попробуем АИ, антутовский родной. Помним, да, у GT-шечки миллион. Вот здесь я не знаю, сколько будет. То есть для меня это тоже user experience сейчас. Телефон горячий, грели его максимум до 49 градусов. И пока проводные наушники КЗ вкладыши, не тестил дешевых вкладышей, скузи. Михаил Дикушин, OnePlus Buds Pro, welcome. Все блогеры кинулись облизывать этот телефон, прям копипаст. Сергей Майл, мозг не слышали, без оскорблений. Если вы посмотрите, благополучно, первое, кто первый сделал обзор в числе первых. Второе, я делал обзор на китайскую версию. И третье, откройте глазки, прочитайте. Realme GT Neo 2T. У каких блогеров вы, кроме 3 маленьких, это видели? Никакой большой не будет о нем рассказывать, за него не заплатят. Я его купил на Алите за 19 600. Меня вот такие уникумы на стриме прямо безумно расстраивают. Реально делать нечего, кроме того, что даже несмотря на название идти и обсуждать. Сначала мозг, потом стрим. В других стримах по-другому можно, здесь не так. Респект за ответ по писемарку. Кулпак, хорошо, что я его прогнал, видите, до стрима. Еще какие тесты здесь проводят? Хичига. Здесь основа это общение. То есть у меня есть основной канал Польза.нет, там ежедневные обзоры. И что-то супер интересное, либо когда нам всем дружно становится скучно, мы решаем вот встретиться на лайв-канале, на стриме. Плюс я здесь провожу розыгрыши. 30 числа каждого месяца, иногда мне плохо. В прошлый раз я сильно болел, и поэтому мы разыгрывали, по-моему, в начале ноября. Но потом был розыгрыш на основном канале 11 ноября 20 мибендов, потом 25 10 мибендов. И 20 ноября будет последний аттракцион невиданной щедрости в этом месяце. 5 мибендов и 2 часов. Это если совсем кратко. То есть здесь это просто так, тусовочка. Ну, плюс еще 1 декабря я разыграю телефон Realme Q3S среди спонсоров канала на основном канале, но там будет закрытый стрим, так что мы не увидимся. Пока батареи не умрут. Что именно? Пока батареи... Сергей Майкл, а у кого еще обзор вышел? Занир, так в этом-то и магия, что человек пришел и не понял даже, какой мы девайс гоняем. Пока не смотрел обзоров, но чисто теоретически лучше брать Realme GT Neo Flash Edition на 7 грамм меньше, ПО стабильнее, Индия, процессор одинаковый, плюс-минус 3% дешевле, только задняя крышка не ICE. Окей, камера значительно хуже. Дальше, ТВС до $25. ТВС до $25. Я даже прочитал ваш коммент, Александр. Напрягитесь, посмотрите любой топ на моем канале. Там есть ТВСки до 25 баксов, последние. Саня, объясни, пожалуйста, в чем смысл кодеков AAC, SBC, aptX и прочих? Серьезно? Проще. Есть самый распространенный AAC и SBC. Количество информации в единицу времени, которая может передаваться по Bluetooth, битрейт, определяется кодеком. Кодеки бывают разные. Допустим, битрейт у AAC кодека у Яблока выше, чем у AAC, допустим, у Samsung. Но у Samsung есть свой кодек. И если совсем кратко, то реализация кодека SBC в теории может быть лучше, чем самый крутой кодек LHDC, допустим, aptX HD.
Плюс все кодеки подразумевают использование теми или иными процессорами. То есть за использование кодеков производителям приходится платить, допустим, тому же Qualcomm. Это если на пальцах, а когда-нибудь, наверное, я сделаю обзор на это, но в принципе вы можете на YouTube погуглить, смысла делать это мне лично нет. Есть два крупных ролика по поводу этого на YouTube, но если честно, они не особо понятны. На пальцах можно по-другому объяснить проще, но как бы люди, я надеюсь, объяснил. За кодеками смысла бежать нет, если совсем кратко, уже. Но это абсолютно мое мнение, можете со мной не соглашаться. Опять же, кроме lossless качества, то есть когда вы стараетесь воспроизвести тот же LDAC. LDAC знаете, что такое? Если нет, то потом, это не... Сегодня вообще гоняем смарт. Я так и не посмотрел, сколько он набрал. 543 тысячи. Вот оно, отличие от 3 восьмерок. GT-шка выбирала миллион. Дальше. Пока батареи не умрут, понятно. Я не люблю Realme, но мне эта тема интересна, и вполне их аппараты могут существовать. Да, они разгоняют конкуренцию. Если вы фанат Xiaomi, фанат OnePlus, фанат еще чего-то. Хорошо, когда есть эта конкуренция. Если ее нет, это всегда плохо. Я тоже не нашел, где они ставят инфракрасники, но вот так. Дальше, какие еще тесты вам интересны? Я, если честно, в тупике. Можно тротлинг-тест провести, но я его проводил 3-часовой, и сказать, что он не цвет, блеск, красота, давайте на 15 минут. 3-часовой вы видите, кстати, можете увидеть скриншот на канале для стримов. Ой, на лайв-канале в Телеграме, где взаимопомощи. Вот. Максимально стабильный телефон, может быть, сейчас после перегрева он что-то попытался сделать. Настя Станкевич, очень приятно, наверное, вторая девушка, нет, третья Опоссум сегодня, Диана сегодня была и... Нет, еще Коваль была, не помню, извините, имя. Да, четвертая девушка. Спасибо, я понял, Дмитрий Гордиенко, надеюсь, да. Ну, в общем, проще говоря, не бегите за этим делом. Допустим, в Sony третьих... кодеков никаких, кроме AAC и SBC, нет. Но звучат они вау. Вот и все, welcome. Дмитрий Гордиенко. Если коротко, SBC самый простой, потом AAC, потом aptX. Притом они все бывают разные у разных производителей. Я слушал на разных кодеках и слышно разницу даже в MP3, но если слушать внимательно. И опять же, Сергей, все зависит от вашего слуха и наушников, в которых вы слушаете. Если это какой-то Redmi AirDots... Ну, нет, SBC и AAC вы услышите разницу, скорее всего. Расчехли Mi Mix 4, интересно, что он выдает. По поводу чего выдает? Ну вот смысл его мучить, бедный. Что он должен выдать? Я же делал на него обзор. Все видели обзор мой на Mi Mix 4, друзья? Ну, по-моему, севший. Что, сделать прожарку его или чего? Но это отдельная тема. Потому что сейчас надо его обновить 100%, и его заново надо гонять на новой прошивке. Он либо стал лучше, либо стал хуже. Геншинг пора запускать? Нет. Да, опять считаем девушек на стриме, потому что девушки это уникальные зрители моего канала. Это не сарказм. 5%, 4% уже. 4. 4% зрителей канала Польза.нет из 2 миллионов просмотров. Ну, в принципе, так, от девушек много просмотров. Опоссум, давай попробуем. Но сначала 15 минут помучается, хорошо? Realme 5, Redmi 5 или Narza 50A? Narza 50A, конечно же, пацифист. Привет, что лучше, GT Neo 2 или Realme GT Neo 2T? У меня душа ближе к Neo 2. Вот. Почему? Потому что там глобалка есть. 2T нету глобалки на данный момент. Но с точки зрения выгоды, если ждать промиков, я не знаю. Мне кажется, что это норм. Ну, то есть, как бы в разряда финансов я бы взял 2T. И камера, опять же, это субъективно, их надо рядом поставить и потом их мучить. Но... снова, вот все эти телефоны в районе 20-ки у Realme, они меркнут со смартфоном Realme GT Master Explorer Edition по камере. То есть это небо и земля. Когда я говорю, что Realme не умеет делать так, чтобы камера нормально работала, раз, дождитесь обзора на этот аппарат, посмотрите, как камера работает. И два, Realme GT Master Explorer Edition это образец на данный момент того, что может делать Realme.
Пацаны и 4% девочек, видимо, умные девушки. Ну, нет, просто специфический канал, и все. Дальше, Neo 2 лучше, как по мне, там 870, там Qualcomm. То есть там нет деменции. Деменция нехорошо. Не люблю я ее, я не знаю. Хотя вот это, опять же, деменция. Ну, 650 тысяч попугаев, это прям норм. То есть, если брать 920-ю, там, у одноименных корешей их, соперников. Рассел, пожалуйста. Максимальная задержка была на PTX, да? Лучшее качество звука. Возможно, кстати, на AC, смотря с чем ты слушал. Сергей, ты же понимаешь, да, что ЦАП только в проводных наушниках работает? Да? Я жду свой GT Neo 2T, заказал 11.11. Не пришел или он на таможне, признавайся? Оплатил таможню? Скоро должен прийти. Поздравляю. Нерджитин. Наконец-то я уже набираю людей, которые уже ждут его, и они заинтересованы. Эдуард, порадуйся за меня, наверное, плиз, а то делиться не с кем. Благодаря твоим обзорам купил себе замену моему трижды ремонтированному Mi 9 Realme GT Master Explorer Edition. Поздравляю. Ну, 20... Ох, как... Даже 256 дорого. Дорого. А промики? Ты, мне кажется, не юзал промики вообще. Ты был на телеграм-канал подписан? Да я даже посмотрю, это как какой-то страх какой-то. Страх и ненависть просто. Я даже погуглю, мастер. Мне кажется, что это какая-то дорогая, высокая цена. Даже для сейла, даже для курса. Так. 21 тысяча Master Explorer Edition. Это было 25-го. Я не знаю, где ты такой ценник космический взял. Я даже перепостю сейчас. Ну, наверное, она дороже сейчас будет. Скидки купоны. Сейчас, подожди. Открою. Ну, промик будет на 200. Ну, край цена из... это из Чини. Да, нету экспресс-доставки. Может быть и норм. Да, учитывая ценник, все-таки беру свои слова обратно. Очуметь, как курс влияет, да? Это, говорю, в прошлый стрим говорил, и я не то, что язвлю, но, друзья, вот сколько я раз повторял, что, как бы, вот, есть каналы шопоголиков. Я думаю, что я достоин этого звания, как шопоголик. Я когда 11 числа говорил, если вы решите что-то купить, покупайте, курс низкий. Курс низкий, промики, космос, все жир. Народ, блогеров, которые там цифрусы, подобное. Нет, мы подождем. Ну, ждите, дождались. 11 числа было реально купить вообще все, относительно за копейки из техники. Сейчас, да, можно гипотетически надеяться, что они там крейзи опять выкатят. Но вы прикиньте, как можно было затариться 13-12 числа с промокодами 3000 от 8 на тех же наушниках. Вот почитайте, как люди покупали. И к чему это все? К тому, что я очень надеюсь, что они выкатят подобные промокоды. Тогда, опять же, вот этот девайс будет 1018. Это будет круто. Кстати, я его домучил. Потому что, когда он 3 часа мучился, у него было все намного лучше, чем вот сейчас. То есть, все-таки через 2 часа, 82 минуты мучения он начинает проседать. Брал за 18700, норм. Я уже понял, что не Explorer, Эдуард. Ну, норм. Но вот сейчас по ценнику, а что лучше? Про награды YouTube. А это 100 тысяч подписчиков давным-давно на основном канале Пользы.нет. Ну, давным-давно. У меня линейный рост. У меня нет welcome, друзья. Ну, в основном же кто смотрит? Скажем так, кто разгоняет каналы? Разгоняют каналы молодежь. У меня не молодежный контент, к сожалению. Или к счастью. И поэтому у меня линейный рост. Вот, допустим, в этом месяце 10 300 подписчиков на основном канале Пользы.нет добавилось. 264 тысячи подписчиков сейчас. Ни мало, ни много, я рад. То есть, если будет там рост 3000 человек в месяц, я буду все еще рад. Потому что рост, не падение, мне всего хватает.
Пока вы меня смотрите, пока мы общаемся, пока есть возможность на стримах с кем-то пообщаться, пока есть девайсы. Саня, привет. Мистер Перфект, спасибо, что дошел. Привет. Смартфон полностью устраивает, 10 дней пользуюсь. Ура! Рома Алоен, привет. Note 11 Pro, скоро будет обзор. Алекс как в воду глядел. Он готов. Он готов. А завтра в обед, наверное, грузану его. В обед грузануть завтра? Наверное, да. Наверное, в обед грузану. Подскажи смарт-часы до 7000 рублей. Топ-10 часов на канале. Под 11.11 делал. И кроме MS-фитов я тебе вряд ли что-то подскажу. Единственное, можешь за 4000 купить Xiaomi. Часики лайтовские. Тоже посмотри в телеге. На планшет Realme. Скоро обзор? Скоро, но опять же, там Mediatek. Вы понимаете, что ну... И опять же, я его купил за 13. В какой ценник вы его купите? Если заплатить таможенную пошлину заранее, быстрее придет смарт или на почте при получении, ты же знаешь. Мой экспириенс, я всегда оплачиваю заранее, и 2Т вот у меня уже на руках давно достаточно, то есть дня 4, наверное, суммарно. И к чему это все по поводу 2Т? Мне его еще отправили не 11-го, хотя 11-го я его купил. Спасибо большое, Иван Денисов. ЦАП для проводных я в курсе, но не у всех есть беспроводные наушники. Я просто вижу, с чем люди ходят. На свой вкус и цвет. Опять же, ты можешь с чего-то простого начать. У меня ЦАПов валяется, именно валяется, просто море. Почему? Потому что я их купил очень много для тестов наушников. Потом я купил этот безумный просто по цене плеер и тестю с ним проводные. Сделайте еще обзоры на проводные, напишите, если интересно, то буду продолжать. Давно не было, кстати. Когда будет полный обзор или сравнение любых флагманов? Топ-5 флагманов на канале был обзор. Что скажете насчет модели Realme Master Edition? Насчет модели Master Edition я могу ответить только обзором. У меня обзор Master Edition уже давным-давно на канале. Тоже в числе первых я его делал. И опять же, это не я в числе... Я просто купил на Али также и сравнил его, по-моему. 8 сентября я делал на него еще обзор. По-моему, еще у меня китайская версия была его. Какой-то очень-очень... Не недавно. Вот скинул на него ссылку. Таможню можно платить на сайте почты. Можно на сайте почты, можно через мыло. Можно платить в программке почта. Я в программке, кстати, плачу. В Redmi тоже дракон, в отличие от Нарза. В каких Redmi? Вот это вот пацифист. Вот такие вопросы. Елена Фортуна, привет. Пятая девушка. Пятая девушка Елена. 11-й взял GT Master Edition. Что про него скажете? Скажу, все норм. Обзор вот скинул. Master Explorer Edition флагман Realme. Стоит ли брать, если камера не важна? Китайские заморочки в аппарате и использовании не сильно мешают? Решать только вам. Я, к сожалению, не могу вам сказать, что бегите и покупайте, потому что это самый очуменный аппарат у Realme, но у него есть свои проблемы, они решаются прямыми руками и ФОПДА. Хотите ли вы это делать? Вопрос к вам, не ко мне. Вот. То есть для меня это топовый смарт. Да, лучше ли он, чем, не знаю, Mi Mix 4 там, Pixel 6 Pro туда положил, Samsung S21, либо iPhone 13 Pro? Нет. Ну, то есть это мастодонты. Стоят ли они своих денег? Нет. Но Master Explorer Edition, вот такой вот девайс за 34 тысячи рублей я его покупал. Кто-то умудрился за 31, это просто бомба. То есть ощущение от него лучше, чем от некоторых перечисленных мной аппаратов. Конкретно точно лучше, чем от Pixel. Какие лучше брать, AirPods 2 или ASE? Я не знаю, что такое Indigo. Саня, только благодаря тебя открыл Алик, и я понимаю, сколько сэкономил благодаря этому. Дмитрий, я очень рад. Я говорю, главное не покупать лишнего. Но, опять же, лишнее. Мы все делаем постоянно подарки. То есть это все дни рождения, праздники, море их. Одно дело подарить какой-нибудь хлам задорого, другое дело подарить, допустим, там нормальные ТВС-наушники. И даже если человеку не зайдет, ты будешь изначально знать, что это норм подарок. Те же смартфоны, ну согласитесь, Али, это реально нормальная платформа для того, чтобы их покупать. Пока все печально,
Я не знаю почему, но это вот пережарил его за, получается, 1,5 часа. Сори, в Redmi 5 Дракон 656. Пацифист, ну погугли ты, а потом уже пиши что-то. С чем можно сравнить Realme C25s? На Realme C25s я обзор хочу выложить уже 2 недели. 2. Хороший лоукост. Он войдет в топ-10 моих смартфонов до 10 тысяч однозначно. Можно ли поставить Google Cam на него? Я просто не понимаю, когда на смарт можно поставить Gcam, а когда нельзя. Я не заморачивался пока. Dark Warrior это не моя тема. Почему? Потому что я сток. Я сравниваю сток. Я понимаю, что можно взять любой девайс, переделать под себя все, установить Gcam, разобраться с оповещениями, разобраться, не знаю, вплоть до того, что кто-то, как в айфоне, заменяет на Type-C вход. Там, черт знает сколько времени. Год он, да, заменял. Но это не моя тема. Моя тема это холодный старт. Моя тема это масс-маркет в плане того, что вот как большинство будет использовать этот смартфон, так я его использую. Поверьте мне, большинство не будет устанавливать Gcam. У нас в Украине курс поднялся с 26 на 27. А у нас был 70 рублей и стал 76 долларов. И 11 и 25. Как ты понимаешь, это... У нас все намного хуже. Это если бы у вас было 26, а потом стало 29. Примерно так. Дальше давай ждем обзор на Realme S25s скоро. Gcam вроде ставится на севере, но не на Дименсию. Дименсия, в принципе, по обвесу меня лично не прельщает. Но вот этот смарт, конкретно с его циферками, хорош за двадцатник. То есть вот тонкая красная линия у нас 20 тысяч рублей, за 20 он топ. 22, если брать в расчет камеру. Access Style это такие же наушники, не могу выбрать между AirPods 2 реплики для себя в подарок. Airball, ну вот насколько ты себя любишь, настолько я оцениваю. Любые реплики это реплики всегда. Всегда реплики. Я бы не стал брать реплику, если у тебя есть материальная возможность взять не реплику. На снэпе, понятно. И ясно. Не забываем прожать лайк, может наберем 300 лайков. Понятно, что это не факт. В описании, еще раз напоминаю, есть жирные предложения. Но опять же, они не супер жирные, но относительно жирные, учитывая курс, для Black Friday. Black Friday заканчивается 30 числа в 11:00. И все, и мирно, мне кажется, успокоится. Никаких супер новинок не было, я считаю, не было великих и ужасных, к сожалению, OnePlus 9 RT в глобалке, не было глобальных Redmi, того же 11 Pro Plus и печаль. Саша, Сергей Перуев, считаешь, стоит ли заморачиваться по материалам корпуса в смартах? Не особо. Почему? Потому что, опять же, ты будешь носить все это дело в чехле. Это факт. Но эффект от дарения, допустим, аппарата, даже самому себе, даже на те доли секунды, либо смены чехла, но он есть. Но не кажется, что особо большая разница по стоимости от этого. Тест в CPU идет на 100 головках, разумеется. Но это ужасные результаты, потому что я могу, допустим, вам показать, окей, по-любому всем лень посмотреть телеграм-канал Польза.нет. Не скидок, а взаимопомощи. Очень много людей там баню, поэтому очень прошу, если вы решите туда добавиться, не хамите. То есть, ну вот, ни хамства не люблю, ни вот этого вот, знаете, как я скинул, допустим, данные, вот эти. Человек мне пишет в чате, в общем, до чего нам цифры, проверь камеру и стабильность. То есть, ну это из разряда того, что, а я не проверяю, это мой чат. То есть, ну, хотите, добавляйтесь. Там 6000 человек, кто-то в онлайне, кто-то не в онлайне. Основная какой-то костяк из 100 человек точно есть. Я оттуда информации много потребляю. Так, это было не то. Кстати, заболтался. 5 секунд. Вот оно. То есть здесь у нас после 1,5 часов мучений такая картинка. А здесь у нас вот такая картинка. То есть вы ощущаете, да, разницу? Разница, конечно же, космос. И сейчас я это задокументирую, потому что вряд ли я буду его еще гонять так сильно. После 2,5 часов.
он расстроился. Он прям конкретным образом расстроился. Ну, его право. А мы будем знать об этом, правильно? Не зря же мы собрались сегодня. Что по поводу Геншина? Давайте, да, засечем, за какое время он хотя бы открывает его. Но он горяченький. Горяченький смартфон. Дальше. Взял AirPods 2. У меня был Android. Брал, когда не разбирался в наушниках. Теперь понимаю, что мог бы взять Huawei FreeBuds 4. Да, и это было бы великолепное решение. Huawei FreeBuds 4 было бы просто бомбой по сравнению с ними. Сашка взял жене Poco X3 Pro за 16100. Прогадал. 15 цена красная для него. Но, опять же, не критично прогадал. Тест по CPU сейчас идет на 100 головках. Уже ответил. Чуть не забыл. Genshin. Genshin запускаем. 34. Сейчас сначала старт секундомера и потом старт Genshin. И буду смотреть, что это дело загрузится. Так, надо тапать. Надо тапать, а потом я покажу вам сколько секунд. На обычном Neo 2 там же 870 дракон, а в этом 1200 Mediatek, поэтому, наверное, и такие цифры. Просто друг говорил, что AirPods 2 он покупал в Каспи за 1800 по вашему курсу, и наушники хорошо работают. Ничего не... Ага, все, ничего не получилось, потому что здесь он предлагал мне игровой режим. Сейчас еще раз. Подлый смартфон. Сброс, старт, Genshin. Ждем. АМКам. Здорово. Артем Тузов. Ага. Genshin. Сейчас попытаюсь. Я думаю, при вас получится. Первый старт, если что. Кстати, Саня, спасибо за ответ. И скажи, как человек, который протестировал столько наушников, какие наушники купить за 6000 по скидкам? OnePlus Buds. Ой, Huawei FreeBuds 4 Pro, но уже, мне кажется, вы пропустили этот момент, когда можно было купить за 6000, либо вариант второй, FreeBuds 4. Не факт, что у вас получится. Ловите, опять же, промокоды в телеграм-канале по ссылке верхней ссылке в описании. И следующий момент, попытка, так, 46 секунд уже. Это, разумеется, OnePlus Buds Pro. Наверное, их еще можно рассмотреть. Артем Тусков, да, нормальная цена, за 18-20 покупают. Уже минута 02. Уже минута 02, ровно минута 06. Минута 06, не успел, наверное, сфокусироваться телефон. В целом, кстати, интересно, что он посоветовал нам по настройкам. Потому что, в принципе, Smart должен настройки нам сам выставлять. Графика низкая, его рекомендация. Опоссум удалена, зачем-то удалил себя. И как обстоят дела с Neo 2T, с Гуглом, установка с бубном. Никакого бубна, просто качаете АПК и все. Вот спеки. В целом, я думаю, миссия у нас практически выполнена. Не забываем прожать лайк, не забываем написать, у кого какие вопросы, опять же, по данному аппарату. И пишем, те, кто смотрели, возможно, в прожарку этого аппарата в записи, интересна ли вам такая штука, развивать мне или нет. Понятно, что я обрезал часть своих просмотров потом на основном канале, но это не критично. Не так уж и долго. Да, минута 06 для смарта за... Да, можно, кстати, еще разок попробовать. Потому что, мне кажется, первый запуск, он самый тяжелый. Что там компиляция была долгая. Давайте еще раз эксперимент. Нажимаю начать, секунда, потом секунду вычтем. Все, понеслась. Постараюсь ускорить процесс. Не факт, что получится. Genshin. Но это уже мы делаем, кстати, без чехла. Что-то он пытается, что-то заходит. Опять же, помним, что Wi-Fi может по-разному работать, правильно? Так и не ясно. Пишут, что дисплей похуже первой версии Neo, но никто не предоставляет сравнительные тесты, замеры шима и яркости в нитах. Сейчас, ага, не успел. Вот отвечал на ваш вопрос. Шим я измерю. Сможете потом по обзору моему же сравнить с прошлым. Так, еще раз. Запускаем. По поводу Neo 2, почему? Мне кажется, дисплеи одинаковые. Может и нет.
Закончишь с этим, расчехляй Mi Mix. Не сегодня точно, not today. Я его точно сначала буду... Что с ним делать? Правильно. Ага, опять. Забыл теперь секундомер поставить. Ну что за напасть такая? Какие телефоны планируешь в будущем прожаривать? Все зависит от того, что мы сейчас покажем на стриме. То есть, если нас будет много и мы будем в тельняшках, не знаю, там народ потом посмотрит, кому-то будет интересно. И как кому потом будет интересен обзор, все. Вот сейчас в режиме реального времени все-таки у меня получится, наверное. Как GT Neo 2? Алексей Симонович, я очень прошу тебя обратить внимание на название стрима прожарки. Это Realme GT Neo 2T. На Realme GT Neo 2 у меня обзор был очень давно на канале. До 11.11. Посмотри и узнай, как он мне был тогда. Благодарю и в канделах подсветку. Да. Сейчас я проверю. Последний момент. Дальше давай тест батареи 2T и 2 Neo. А вам лень реально посмотреть мой обзор прошлый? Джимми, я показывал тест. Так, 48 секунд. Ха! 48 секунд. Ха! Вот так вот. Опоссум. Ну вообще норм же, да? 48 секунд же, хорошо же. Дальше. Так, за 48 секунд получается, за 48 секунд для загрузки. Для загрузки Genshin. Следующее. Сильно 2T хуже простого Neo 2. С чего? Он просто другой. GPS тестировал, Алекс пока нет. Оставим это для обзора, а в помещении я тестировать его не буду. Я пока тестировал камеру, игры. Ну вот это вот все, по мелочи. Нет, ну игры я толком даже не тестировал. Гонял везде и все. Так, а какие телефоны планируешь прожаривать в будущем? Уже ответил, что много, и все зависит от того, опять же, как это будет, какой фидбэк. То есть я хотел бы развивать вот этот канал для людей, которые более-менее разбираются в смартах и понимают, что они хотят спросить. Потому что это важно. Все-таки, если я смогу найти скрепку сейчас, я поставлю симку. Но скреп у меня под рукой почему-то нет. Что думаешь о Lenovo HT18? Ничего. О Lenovo вообще не думаю. Сильно 2T хуже простого, уже ответил. Neo 2T, по твоему мнению, на каким смарт? Ничего не понял. Александр, привет. Что купить? Neo 2 или Xiaomi 11T? Что бы я купил? Я бы купил Neo 2. Что вам купить, я не знаю. Если нужна камера, я бы купил Xiaomi Mi 11i. Но Mi 11T тоже, кстати, для камеры пойдет, в принципе. Саня, сегодня зашло открытие коробки, жги по этой теме. Артем Тусков, хорошо, потому что по большому счету я все это дело могу как-то разбавлять все-таки эмоционально. Насколько это будет вам заходить, ну часть людей написала почему, что это все бредятина, но 1,5 минуты там хотя бы можно увидеть, насколько я рад или не рад данному смартфону. Я не пытаюсь из себя выдавить эмоции, вообще никак. Что когда у тебя смартов много, ты к ним относишься чуть-чуть по-другому. Железка и железка. Но если есть эмоции, это хорошо. Летом все равно менять Dimensity 9K. Окей, 11.11 OneLove 9 Pro за 50. Общался с продавцом, он всегда говорил, что отправит скоро. Но через 2 недели пишут, что либо я заплачу $50, либо не отправят. Напишите, что либо вы откроете спор и Али его оштрафует, что он не отправил. Либо пусть отправляет. У меня был один разводилово такой. В итоге я ему еще и фидбэк напишу, что он разводит на доставку. Я обогреватель купил. Сейчас 5 секунд все-таки вставлю я симку, потому что это, имея аппарат на руках, не проверить то, что вы спрашиваете, это кощунство. Правильно? Вы согласны со мной? И сейчас, что у нас, кстати, написано, ничего полезного не написано на коробке. Вот GT2 Neo T. GT Neo 2T, ничего полезного на коробке нет, как вы понимали. Окей, всем спасибо, пошел искать Neo 2. А что там искать? Вы в обзоре пишите Realme GT Neo 2 и примерно видите мои результаты таких же тестов, как вы сейчас видели.
Здесь жду с нетерпением. Отлично. Салазки все прекрасно знают, да, какие здесь, что они здесь на 2 симки, но не гибридные. То есть память, к сожалению, не расширить. Дальше. Мне понравился новый формат. Я рад. Я говорю, потому что и мне это как-то проще, потому что как сформулировать? Ну, важно, что ты первое замечаешь, и вот эти ассоциативные ряды, потому что когда ты увидел что-то и потом что-то пишешь, это совсем другая история. То есть у тебя уже что-то отвлекло, ты уже 300 тысяч раз переключился, потому что этот аппарат уже несколько раз гонял. А так ты взрываешь, во-первых, взрываешь интеллигентно. Обычно я ругаюсь, что там, допустим, если бы я не вскрывал на камеру, у меня бы было много ругани по поводу 2T, так как она была, не эта коробка, не 2T, Q3S, что она была вскрыта. Я был очень недоволен. Вот. Так, окей. Что мы видим? У меня, если что, МТС. Петербург. Сейчас пробую звонить. И сначала проверяю, есть ли здесь запись. Запись звонков есть. Запись звонков есть. Сейчас проверю, будут ли меня предупреждать. Не предупреждают. Огонь. То есть запись звонков есть, предупреждения нет. Не забываем подписываться на этот канал. Здесь будет весело. Если вы будете подписываться, я буду делать больше прожарок. И, возможно, пытаться как-то вас развлекать с, наверное, розыгрышами прямо здесь. Но давайте хотя бы 30 тысяч доберем, тогда будем уже что-то там разыгрывать. Наверное, телефоны. Прикиньте, на прожарке смарт разыграть. Вообще норм. Так, есть запись звонков. И они не предупреждают. И это круто. Это очень круто, что они не предупреждают. Дальше. Следующий вопрос. Следующий вопрос это был по поводу... По поводу чего? Кстати, я так и не понял. О, да, запашок клея описывать при распаковке. Ну, я так, в принципе, его описываю. VPN не нужен. Дальше. В Master Explorer Edition с последней обновой и сервисами все отлично работает на территории России. А что не работало отлично? Что спрашивали про Volt? Я не понял. У меня здесь ничего не показывает. Где это смотреть? По идее, он должен показывать во время звонка. Правильно? Консультируйте меня, тогда я дам вам информацию необходимую. Так, сейчас я отключу звонок. 5 секунд. Саня, как всегда, крут. Спасибо, Серега, только благодаря вам. Чё по Oppo 9RT? Будет обзор, но только когда будет глобалка. Не хочется делать таблицу автономности? Зачем? Не пересмотреть все мои смартфоны? Абонент не отвечает. Так. Сейчас посмотрю в звонках. VoLTE. Уведомления. Есть уведомления про Volt. Но не было у меня никакого значка насчет Волта. То есть с МТС, если звонишь, значка Волта нет. Дальше. Сенсор 2T скорее... у M64B, чем QW3. Я не знаю, все спеки показаны. Саня, когда будет звук круче OnePlus Buds Pro или у Huawei FreeBuds 4? Вкладыши с затычками. Я сравнивал только с исключительной точки зрения, чтобы вы обратили внимание не на яблочные наушники, а на затычки от OnePlus, если вы не поняли. Кстати, будешь спор открывать на тему того, что вскрыт телефон? Не буду. У меня нет, если честно, опоссум даже времени на это. VoLTE это, наверное, в диспетчере сим-карт вроде бы, там в настройках конкретно симки. Ну, давайте посмотрим. Но говорю, он должен показать был, в итоге не показал. Сим-карта.
Сим-карта и данные. Сим-карта. Оператор. Интернет-роуминг. Нету здесь. Только точки доступа и настройки интернет-роуминг. Все. Ладно, черт с ним. Как у человека был интерес, так он и остался. Почему-то он не остался здесь. А дальше обычно этот значок сразу при звонке показывается. Мои топ-каналы. Окей. Астикс, очень интересно, очень приятно об этом знать. Как Q3S. Дальше. Привет, Саня. Подскажи, пожалуйста, вот оцениваешь наушники OnePlus, понеслась. Не трогайте меня по ушам. Есть топы. Топы и телеграм-канал. Вот все, что я думаю в топах, все остальное в телеграм-канале. Что народ думает. GT Neo FE это что? Я не знаю, что это такое. Я не заказывал. Flash Edition. Так у меня был обзор на него очень давно. Нет, нету у меня на него на руках. У меня есть GT Neo 2 на руках. Flash я продал. Давно уже. Но он старенький был. Саня, привет. Долго жду посылку Q3 Pro. Идет 1,5 месяца. Уже надоело. Хочу другой аппарат. Подскажи альтернативу. То есть пока она шла, ты уже разочаровался. А сколько финансов у тебя? Объема финансов. Дальше Honor GS Pro Norm за 6000. Вообще мечта. За 6000 мечта. Не забываем прожать лайк. 300 лайков набрали. Всем огромное спасибо за поддержку. По опыту первого Neo в китайской прошивке Волта нет. Ну, нету. Я не нашел. Но для меня это вообще не важная тема. Причем тут топы? Вопрос был о кодеках. Welcome. Еще раз. Все специфические вопросы про кодеки в телеграм-канале взаимопомощи. Дальше, потому что меня уже достала тема наушников. Просто люто. Я поэтому переключился на часы, которых у меня сейчас море, кстати, и телефоны. Потому что ТВС-ок, ну, too much. Просто. Дальше, уши, конечно, еще будут. И тот же филовский, их еще несколько. Но, в принципе, рынок не то чтобы стоял, но он не бежит никуда. А вместо Q3 Pro рассматривал что-то до 400 долларов. Если китайцы рассматриваешь, то Realme GT Master Explorer Edition, я не знаю, сколько сейчас в долларах. Плюс-минус, может, долларов 30 тебе добавить. Саня, почему никто не говорит про датчик про Poco F3, кроме тебя? Это же ад. Я не знаю, пацифист, спроси у народа, почему они не говорят про датчик с адом. Это не ко мне точно. Зря ты не думаешь о Lenovo. У них огонь планшет за 150 долларов. Lenovo ThinkPad Xiao XinPad Pro я купил за 18 тысяч рублей на этом сейле. И окей, я его протестирую. То есть я не думаю о наушниках, потому что они обычно у них шлакоблок. Приятно видеть и слышать в прямом эфире. Санек, дай 5 джов и тебе 5. В общем, судя по сравнительным камерам, 2T при недостаточной освещенности снимает похуже Neo. Днем почти идентичное. Я так не скажу, Карл. Я сегодня снимал и ночью снимал. 2T снимает лучше, чем все, кроме Master Explorer Edition. Опять же, мое субъективное мнение. Сделай тест на экран текст на экран о наушниках. Чего? Так, кстати, шим. Человек спрашивал про шим. Окей. Я все-таки колхозно проверю его. Колхозно, потому что все-таки вот даже этими аппаратами проверять шим не совсем верно, потому что в целом, короче, будет понятно. А сказать, что это идеальный вариант, нужно еще в темном помещении желательно все это делать. Но черт с ним. На 100%. Помним, что это делаю напротив лампы. 4, проще говоря, 5% показывает. 5,26. 5,28. На 100% ставим на 50. Сейчас я без ламп. Ох ты, ёшки и гагошки. Вам это дело не понравится. Я даже комментировать не буду, можно?
да. Как это называется? Не в бровь, а прямо в глаз. И это примерно 20% в нуле. Сейчас проверим. В нуле 15, но кто нулем пользоваться будет, да? Кратко, по поводу шима. Насчет того, кто чувствует, кто не чувствует, что таких меньше. Давайте, кстати, еще в люксах измерим. Нет, лучше в люменах. Кандел на метр квадратный. Давайте 100%. 210 кандел. Опять же, это чуть-чуть другая история, но сейчас... Что-то как-то на 50 вообще. А зачем мне на 50? 52. В общем, максимум 210, чтобы вы понимали яркость у топов в процентном соотношении, потому что это не совсем корректный тест, но почти корректный. Так, не хочет он на максимум мне вставать. Samsung не хочет вставать на максимум, но вот почему он так, кстати, ограничен. Это яркость. Вот яркость. Адаптивную отключаю. То есть здесь 210, а здесь на Samsung S21 166 кандел на метр квадратный. Проще говоря, 2T очень яркий. Физику процесса IPS и AMOLED. Чтобы на пальцах это неправильно, но вы, наверное, поймете, почему шим, точнее коэффициент пульсации. Когда у вас IPS... На диоды, ну там диоды другие, во-первых, на диоды подается просто больше напряжения и меньше напряжения. Можно напряжением изменять яркость. В AMOLED отрубают напряжение, чтобы уменьшать яркость. Вот. Если на пальцах. И поэтому они начинают пульсировать. И не все это видят. И не на всех это давит. Но в целом это нехорошо. Дальше, я надеюсь, я адекватно объяснил. Шим, что первый Nao. Да, шим здесь Шим тут еще адекватный, не Samsung A52. Флэш чуть лучше, ужас не куплю, спасибо. Пожалуйста. Всем привет, Ичи, здорово. Не забывай прожать лайк. Да, экран явно похуже, как индусы и сказали. Я все равно хочу белый Pixel 6 Pro. Так никто не мешает тебе купить его, нет? Какие-то люди мучают тебя, забирают деньги, говорят, не покупай. 260 шим. Лайк за юмор. Я надеюсь, это юмор. Дальше, Саня, что думаешь насчет старых флагманов? Цены на Али. Почему у меня сбрасывается камера на OBS? Меня кто-то хакнул? Шучу. DC Gaming, если нет, то пилят на 100%. Сидим, общаемся в чатах 4PDA. Это многим рилами. Так, DC Gaming смотрим в экране. Смотрим. Так, это надо в лаборатории смотреть. Лаборатория. DC есть лаборатория. Welcome. Не фокусируется. Короче, DC включаю. включаю. И я думаю, коэффициент пульсации уменьшится намного. Так, 100% яркости. Вот видите, как хорошо, когда много голов. 4,4. Самое интересное, что будет на 50 примерно. Ну, вообще адекватно все. Кто там чего не покупал? 5,8. 20%. 26. Какой? 16. И в нуле... В нуле все-таки плохо. 13. Что такое DC Иван, это тоже сарказм, да, наверное? Уменьшает коэффициент пульсации. Шим исчезает. Как мы заметили, шим исчез. А у нас в Израиле нет белых пикселей. Я думал, в Израиле есть все. Но это пока нет. Дальше. DC нашли. Человек уже ушел, наверное, в расстройстве. Не узнав о том, что можно все исправить.
В A10 GT2, Александр, придется вас заблочить. Бесценная информация. Но еще раз, здесь не постят ничего подобного. DC-диминга нет, то допилят на 100%. Уже допилили. Дальше на 70% яркости повседневный режим. 10 прекрасно отрабатывает. Да, Карл. Что сенсоры камеры плюс-минус? Ну, экран, значит, не хуже, Карл. Логично. Poco X4 редакции упустил вопрос. Есть инфа или будет клон на Pro 11 ноута? Завтра. Tomorrow never dies. Завтра вы узнаете про Redmi Note 11 Pro Plus от меня. Вот. А так вы уже, в принципе, про него, мне кажется, обзоры все посмотрели, кому интересно. На чем мы хотели бы закончить с вами, наверное. 2 часа прошло нашего общения. Я благодарен за то, что вы зашли. Очень. Не забудьте прожать лайк, кто осилил 2 часа прожарки. Вячеслав, привет. Чил, привет. Джиан. Смартфон в диапазоне от 30 до 20 до 35. OnePlus 9. Вот. Похоже, что только в США есть все, кроме Huawei. Neo 2T по цене как смарт. С ним сравним. С чем с ним? Ладно, давайте я все-таки говорить буду всем счастливо. Пишем в комментах, кому интересно про Mi Mix 4 обзор. Не знаю, я даже не буду ставить условия, сами понимаете. Палец вверх, написали внизу. Жарим Mi Mix 4, жарим чаще, жарим больше. И по 2 часа я с вами с удовольствием на девайсы, которые я уже помучил, пообщаюсь на эту тему, и мы узнаем много чего нового. Дмитрий согласен, Алекс. То не обзоры, то реклама. Ничего не понял, но окей. Однако первый без DC-диминга хорош на 60-100%. Спасибо за прожарку. Пожалуйста. Надеюсь, на все вопросы я вам ответил. Надеюсь, что вам не лень будет после этого посмотреть обзор с примером работы камеры. Я еще раз спойлерю. Камера мне понравилась, поэтому я советую это дело посмотреть. Не посмотрите, ну, жаль. Больше не буду тогда делать прожарок. GT Neo 2T. Очередной топ за 20 тысяч. За 20 тысяч топ. Евгений счастливо, Иван счастливо, Андрей счастливо, Муратов good luck, Изба Nord 2 и 9R, не знаю. Я не делал сравнений. Саня, что скажешь про Realme Watch 2 Pro? Обзор смотрел. Да ничего, обычные часики. Если у тебя Realme все, то почему нет? Кулпак счастливо. Пожалуйста, Руслан счастливо. Апоссум. Очень приятно было тебя видеть, Апоссум. Я не шучу вообще. Мне даже твоя ава нравится, не говоря о инсте. Классная инста. Турбозор. Ничего не понял, но окей. Дмитрий счастливо. Руслан good luck. Верь и пиши этим подлецам, что они продали больше, чем могли. Ничего не посылают. Закрываем избушку на клюшку. Тебе спасибо, время потрачено не зря. Для меня тоже, вам огромное спасибо. Нет, не опоздал, просто сможешь потом в X2 посмотреть все это дело. Обзор будет послезавтра, скорее всего, если осилю. Вот так долго, да, мучаются смартфоны. И не только так. Может, еще что-нибудь выловлю про это дело. Всем огромный лайк. Спасибо, что зашли.